Добрый вечер, дорогие друзья! Я рад видеть вас на своем канале. Мы с вами разбираем карты Таро из коллекции Гюстава Дере, которую выпустила компания Лос Карабео несколько лет назад. Карты все в черно-белом варианте, но, в общем-то, это уже далеко не первый урок, поэтому, делая какое-то сейчас вводное вступление, нет смысла. Сказал буквально в двух словах для тех, кто по какой-то случайности оказался на именно этой лекции впервые, не видел ни вступительной лекции, ни каких-либо существующих, вышедших до этого, дабы иметь какое-то уже представление о картах. Напоминаю, что в прошлый раз мы с вами закончили масть и жезлы. Стоит сказать, лишним не будет, что мы с вами идем в несколько так необычном порядке. Мы с вами разбираем карты по книгам. И начали мы с вами разбирать те карты, гравюры которых изображают какие-то библейские сцены. Прошли мы с вами старшие арканы, потом перешли к масти жезлы, мы ее закончили уже. Последняя крайняя лекция была у нас посвящена десятке жезлов. Помните эту сцену с Авраамом, который вот-вот должен был убить своего сына Исаака? И в принципе он уже морально это сделал, он был к этому готов, просто что это не случилось чисто физически, потому что Господу этого не нужно было. И он остановил этот момент, но Авраам был готов к этому. Да? И это было очень тяжелое для него испытание всей его жизни, которое он смог вынести. Внутри он себя поборол, в чем-то сломал, одновременно надеясь на то, что все-таки Господь произведет от него потомство, как и обещал. И так оно и случилось впоследствии. История этому подтверждение. Давайте мы с вами переходим в наш урок сегодняшний. Заходим вот в раздел «Библия». Видим мы, что сегодня у нас на очереди будет новая масть, масть кубков. Она не так широко представлена библейскими сюжетами, как жезлы. И видим, что из придворных карт у нас всего-навсего один персонаж. Если в прошлый раз жезлы мы начинали с короля, у нас был также рыцарь, потом мы перешли к Деборе, это была судья в виде пажа, то сегодня у нас паж, точнее, сегодня у нас придворная карта, только не то чтобы сегодня, а вообще имеется в виду в библейских повествованиях будет только у нас представлено одним пажом. Я несколько необычно сделал этот раз, не знаю, почему я так не делал раньше, сделал, и мне понравилось, когда гравюра изображает нечто чуть большую картину, чем авторы компании Лос Карабео вырезали, конвертировали гравюру и поместили какой-то только фрагмент на карту. Вот я совместил так, чтобы у нас было видно то, что выходит за рамки, то, что не попало, так сказать, в кадр. И мы с вами видим, что на карте изображена у нас девушка, ее зовут Ревека, в некоторых вариантах пишут как Ребекка, ну такой, скорее, я бы сказал, вариант англоязычного произношения. Знаете, как вот Ревека звучит как-то так вот по-древнеизраильскому, как-то по-ветхозаветному, а Ребекка такое уже что-то современное, западное, так же как Давид. Точнее, извините, Дэвид, да, Давид это как раз ветхозаветное, а вот Дэвид такое вполне себе современное иностранное имя, или тот же Джон, это не Иоанн вам новозаветный, это Джон некий, ну и, в общем-то, примеров хватает. Поэтому Ребекка в русскоязычном варианте, либо Ребекка это будет больше такой западный вариант. Я ведь и написал Ревека или Елиазар, и мы сейчас с вами попытаемся разобраться вот так вот прям сходу относительно того, кто же, собственно, изображает этого пажа. Да, само собой, на карте у нас изображена девушка, у нас изображена Ревека. Но нам же надо понимать не только саму картинку, но и суть карты, о чем она говорит. Если в двух словах сказать о том, как у нас будет проходить сегодняшний урок, то он будет проходить в какой-то степени стандартно. Мы с вами посмотрим значение, которое проигрывается по карте паж кубков, имеется в виду в традиционной. Что значит традиционной? За основу традиционной колоды я взял колоду Уэйта, как ту, которая всем известна, скорее всего, с которой каждый из вас начинал, с которой он был знаком и работает, может быть, даже скорее больше чем уверен, работает и сейчас. Та колода, которая наиболее распространенная, которую можно купить практически в любой точке мира, в какой бы стране, городе вы ни оказались, она будет, как правило, в доступе.
много уроков, много картинок, много информации, в общем, много всего для того, чтобы можно было этой колодой удобно работать, вовремя найти недостающий какой-то пазлик и приложить его туда, куда нужно. Поэтому за основу берем ее и будем рассматривать вначале в целом и общем, как у нас тарологи описывают эту карту. Попытаемся с вами посмотреть на зодиакальный дом. Сразу говорю, задача была очень трудная. В целом я не являюсь сторонником того, чтобы младшим арканам, в частности придворным картам, однозначно и четко приписывать зодиакальные дома. Есть с этим сложности. Я уже неоднократно не на каждом уроке говорил, что 12 знаков зодиака, при этом 10 числовых арканов, 4 придворные карты, то есть что так на 12 как-то не делится, что так на 14 тоже не получается. Можно было бы, как многие делают тарологи, астрологи, они 10 придворных разделяют на 10 знаков зодиака, на 10 домов от 1-го Овна до 10-го Козерога, а потом 11 и 12, то есть Водолей и Рыбы, они делят на 4 придворные карты. В общем, Водолей это... У всех, кстати, тут по-разному. Водолей это может быть как 2 мужские карты, то есть рыцарь и король, а рыбы это 2 женские, то есть энергия инь, это у нас будет, соответственно, паж и королева. Но бывает и наоборот. В общем-то, четкой какой-то системы нет. Ну, я не то чтобы к ней пытался привязаться, а получились сегодня мне затруднения насчет того, чтобы четко определить зодиакальный дом, который соответствует этой карте. И вы дальше поймете почему. Давайте мы, в общем-то, знаете, о чем я подумал? Учитывая, что об этой Ревекке так мало известно, ну как, будет о ней известно чуть позже больше, но имеется в виду все, что мы о ней знали до этого момента, когда она встречается с Елеазаром, это почти ничего. Потом она становится женой Исаака, и, конечно, тогда уже события развиваются вокруг нее ярче, полнее, и мы получаем больше известий. Кстати, давайте я вам немножко пособираю пазлики с тех карт, которые мы сами уже проходили. Вот буквально недавно мы с вами разбирали Авраама, да, в десятке жезлов. Прошлая лекция, прошлое занятие было. И там он почти принес в жертву своего сына Исаака. Так вот, сейчас мы будем с вами рассматривать будущую жену Исаака, именно эту самую Ревекку. Помните, мы с вами еще разбирали в 5 жезлов жизнь Иакова. 5 жезлов – это самая борьба, там, где он боролся с ангелом. Некто с ним боролся до восхода зари, он не мог его одолеть, имеется в виду Иакова, и тот коснулся внутреннего состава его мира, только тогда смог одолеть, и, в общем-то, Иаков у него выпросил благословение, он был назван Израилем, и от него было обещано в том числе произвести большое потомство. Так вот, Авраам рождает Исаака, мы сегодня чуть-чуть о нем поговорим, а Исаак рождает Иакова. Точнее, Исаак рождает 2 сыновей. Помните, Исав – это Зверолов, и Иаков. И вот Иаков хитростью забрал первородство у своего брата Исава. И потом вся его жизнь была похожа на борьбу с тем самым ангелом. Да? Вот постоянно ему нужно было доказывать, постоянно ему нужно было бороться. В том числе и за 2 своих жен, за Лию и за Рахиль. Когда его тесть, забыл его имя, такое короткое имя, в общем, как он обманом ему сначала старшую дочь отдал, потом он еще и за младшую отрабатывал 7 лет, а потом еще и 6 лет за скота отрабатывал, да? Напоминаю вам все это. То, что мы так немножко с вами собрали, это все воедино, и вы понимали, что это все очень рядом, это все очень близко. Так вот, сегодня мы с вами сейчас очутимся вот в этой семье, где вот этот тесть будущий Авраам, Исаак, Иакова, да, он пока еще молодой брат вот этой вот девушки. Я понимаю, можно запутаться во всем этом. В общем, запомните 3 таких вот главных патриархальных имени: Авраам, Исаак, Иаков. Вот об Аврааме мы с вами говорили.
Он чуть сына своего в жертву не принес, Исаака. Вот Исаак, мы сейчас с вами чуть-чуть поговорим, вот для него мы будем сегодня жену выбирать. И об Иакове мы говорили в «Пятерке жезлов», когда он боролся с ангелом. Вот, немножко так обозначили всю эту картину. Теперь напоминаю, нам чуть проще, потому что кто смотрит уроки по порядку и смотрел прошлый урок «Десятка жезлов», то сейчас это как хронологическое продолжение идет. В коем-то веке у нас события развиваются последовательно. Напоминаю, что в прошлый раз и Авраам, и Сара очень долго ждали обещанного ребенка, который должен был родиться непременно от Авраама и от Сары. То есть ни от каких наложниц, ни от каких вторых жен, ни в какой гарем не должна была попасть Сара, чтобы оттуда родился у нее ребенок. Все это исключено. Господь так устраивал дела, чтобы были выгнаны все какие-то потенциальные наследники дома Авраама, но незаконно рожденные, имеется в виду не прям от него по крови. И в конце концов рождается тот самый Исаак, которого потом пришлось принести в жертву почти, но он чудом остается жив. И спустя какое-то время Сара умирает, она умирает раньше, чем Авраам, по-моему, в возрасте 127 лет. Авраам уже становится совсем старым, напоминаю, что он старше, чем Сара на 10 лет, то есть ему 137 лет, и он понимает, что он как бы уже в летах, а сын у него не пристроенный. И надо что-то вообще вот с этим всем делать и решать. И он пока еще имеет силы и разум для этого, призывает своего слугу, своего домоуправителя, которого зовут Елиазар, и говорит, чтобы ты решил мне такую задачу. Пусть мой сын ни в коем случае не женится на местных девушках. А напоминаю, что его в свое время Господь забрал из хорошего насиженного места, он его забрал в будущую землю обетованную. Но эта земля, она не населена евреями. Это земля, где живут идолопоклонники, грубо говоря. Да, Авраам живет с ними в мире, он с ними ладит, но он не имеет ничего с ними общего. И он говорит этому своему слуге Елиазару: сделай так, чтобы мой сын ни в коем случае не женился на дочери из хананейского племени. Поэтому пойди в дом отца моего, туда, на мою историческую родину, и выбери оттуда дочерей. Ну, а Елиазар говорит: а если так случится, что кто-то откажется вообще идти со мной? Он говорит, что с тобой будет ангел Господень, с тобой будет, в общем-то, присутствовать Дух самого Господа, и Он устроит тебе это дело. Ну, а если уж так случится, что откажется одна из дочерей Израилевых идти с тобой сюда, в эту чужую землю, да, чтобы выйти замуж за моего сына, то ты будешь свободен от своей клятвы. И он ему клянется, что он так все это и сделает. Недолго, в общем-то, думая и размышляя, он собирается, берет с собой какое-то имущество, потому что путь не близкий, он берет с собой несколько слуг, хоть и сам является рабом, ну так говорят рабом, но я так понимаю, он больше как скорее начальник его слуг, что ли, может, его рабов. И он выдвигается, в общем-то, туда. Я хотел все это рассказать вам устно, а теперь думаю, может быть, подкрепить это какими-то стихами из Библии. Я, видите, немножко нетрадиционно начал, я решил сразу начать повествование, потому что оно очень короткое. Тут буквально нет смысла его оставлять на потом. Мы сейчас сразу сами эту всю историю почитаем, а потом уже будем накидывать контекст по всему остальному. Значит, и все, он идет в родину Авраама. И он думает, а как же мне так сделать, чтобы, в общем-то, выбрать мне ту самую достойную дочку? И он обращается к Господу и говорит: помоги мне выбрать достойную невесту для моего хозяина, имеется в виду для Исаака. Он остановился возле колодца, вот мы почти эту сцену сейчас наблюдаем. Это было вечернее время, и все девушки приходили с тем, чтобы начерпать воды и унести ее домой. То есть такое своего рода оказалось смотр невест, что ли. И он говорит: та девушка, к которой я обращусь, дай мне воды напиться, она скажет: пей,
а я еще и верблюдов твоих напою, вот это будет знаком, что, в общем-то, ты меня услышал, и это будет та самая невеста для моего хозяина. И только он закончил буквально свою молитву, эти слова, вот так он себе решил, приходит девушка, очень красивая видом, девушка любезная, которая набрала воды, и он подбегает к ней и говорит: дай мне, пожалуйста, напиться воды. Она с удовольствием спускает кувшин со своего плеча, говорит: пей, хозяин мой, мало того, говорит, я еще и твоих верблюдов напою. Он напился, она метнулась один раз, другой, третий, начала носить воду, выливать в эти корыта общие какие-то большие, чтобы верблюды пили. Ну, понятно, что верблюд не человек, он будет пить много, и воду наносила долго. И в это все время Елеазар смотрел, наблюдал и до сих пор не мог понять, вообще это есть этот самый знак и предзнаменование, или ему еще кого-то искать, ждать кого-то другого. Но все-таки убедившись в том, что Колин просил у Господа и все-таки случается, он спрашивает у этой девушки, мол, а кто ты, откуда ты, есть ли в доме отца твоего место для ночлега? Она говорит: да, есть и место для ночлега, есть и корм для скота, и, в общем-то, пожалуйста, проявляет гостеприимство и говорит о том, что можно там остановиться. Давайте, может быть, дальше уже будем что-то читать. И вот они приходят вместе в дом. Хочу сказать, что Елеазар все это время, видно, что он полагается на Господа. Вот даже после того, когда девушка проявила столь большую любезность, открытость, милость к нему, он сказал: благословен Господь, Бог господина моего Авраама, который не оставил господина моего милостью своею и истину своею. Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего. Хочу напомнить, что он, в принципе, пришел в дом брата своего. У Авраама был, в смысле, не было, есть брат, как же его звали, Нахор, по-моему. Вот это как раз и его есть семья. Это не его прямая дочка, но это его семья. И они вместе уже переходят в дом. Девица побежала, рассказала об этом в доме матери своей. Она, скорее всего, такая молодая, как лань, попрыгала перед всеми этими верблюдами, перед Елеазаром и уже рассказала, что да как. А у Ревекки был брат по имени Лаван. Вот вспомнил это имя. Лаван – это будущий тесть Авраам, Исаак, Иаков. Будущий тесть Иакова. Пока он еще молодой пацан, чуть старше, чем вот эта самая Ревекка. У Ревекки был брат именем Лаван. Лаван выбежал к тому человеку, к источнику. И когда он увидел... я забыл еще сказать. Когда девушка проявила такую любезность к нему, и он понял, что она та самая избранная, он достал серьгу в полсикля весом серебра или золота. В общем, драгоценность. И еще пару браслетов ей на запястье одел. И дальше спрашивал все то, о чем я вам говорил, по поводу того, чтобы переночевать дома у ее отца. И вот девушка приходит, Ревекка все рассказывает, выбегает Лаван навстречу к нашему Елеазару. Когда он увидел серьгу и запястье на руках у сестры своей и услышал слова Ревекки, сестры своей, которая говорила: «Так говорил со мной этот человек», то пришел к человеку, и вот он стоит при верблюдах у источника. То есть Ревекка уже побежала домой, а он еще, в общем-то, стоит. И сказал: «Войди, благословенный Господом, зачем ты стоишь вне? Я приготовил дом и место для верблюдов». И вошел человек, Лаван расседлал верблюдов, дал соломы, корму верблюдам, воды умыть ноги ему и людям, которые были с ним. И предложена была ему пища. Но он сказал, Елеазар сказал: «Не стану есть, доколе не скажу дело своего». И сказали ему: «Говори». И он сказал: «Я раб Авраамов. Господь весьма благословил господина моего, и он сделался великим. Он дал ему овец, волов, серебро, золото, рабов и рабынь, верблюдов и ослов. Сара, жена господина моего, уже состарившись, родила господину моему сына, которому он отдал все, что у него, ибо сын единственный. Помните, все остальные наследники были выгнаны, не с кем делить имущество. А Исаак единственный наследник всего имущества Авраама. И Авраам взял с меня клятву, говорит, сказал: не бери жены сыну моему из дочерей Хананеев, в земле которых я живу, а пойди в дом отца моего и к родственникам моим, и возьмешь жену сыну моему. Я сказал господину моему: может быть, не пойдет женщина со мной. В общем, сейчас идет пересказ всего того, что я вам уже говорил. И он говорит, что ты тогда будешь свободен. Вот я пришел к источнику, я помолился к Господу моего господина
Богу моего господина Авраама, если, мол, ты меня услышишь, дай знак. Все происходит, в общем-то, и он это все пересказывает. Она признается, чья она дочь, он потом поклонился Господу. «И ныне скажите мне, — говорит Елиазар, — намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь направо или налево». Ну, то есть, я, в общем-то, за этим и пришел. Не для того, чтобы здесь совершать ночлег, чтобы предаваться каким-то гуляниям, отдыху и так далее. У меня есть конкретная задача. Поэтому, прежде чем вот мы с вами перейдем к каким-то любезностям, дайте мне прямой ответ. Я вам вот поведал все, как есть, на духу рассказал. Я вам показал, что в этом есть какая-то Божья милость, провидение и управление. А теперь скажите мне, что вы скажете на это все, какое примете решение? И отвечали Лаван и Вафуил. Лаван – это брат, а Вафуил, по-моему, это ее отец. «От Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревека пред тобою. Возьми и пойди, пусть она будет женою сына господина твоего, как сказал Господь». Когда раб Авраамов услышал слова их, то поклонился Господу, не им, а Господу до земли. И вынул раб серебряные вещи, и золотые вещи, и одежды, и дал Ревеке, также и брату ее, и матери ее дал богатые подарки. Ели и пили они, он и люди, бывшие с ним, и переночевали. Хочу, кстати, сказать, что у иудеев в то время, я думаю, у соседних народов был такой обычай, когда, в общем-то, кстати, этот обычай сохранился и по сей день, особенно в глубинках славянских государств, когда нужно за невесту платить выкуп. Так вот, на секундочку, это совершалось, по большому счету, свадьба, когда жених не то что не видел невесту, он и не знал о ее существовании. Исаак понимал, ему же Авраам, скорее всего, рассказал, что, возможно, вернется мой раб Елиазар и приведет тебе жену. Прикольно, да? Хотели бы вы себе жену, которую к вам приведут с 3-9 земель, вам фотку не покажут, вам не расскажут, и у вас не будет возможности рассказать какие-то критерии, что это будет за жена. Ладно, это так, отступление, ни о чем сейчас. В общем, обычай был, что нужно было взять с собой подарки. Чем более состоятельная и богатая семья, тем богаче были подарки. И учитывая то, какие подарки были подарены Ревеке и ее семье, ее брату Лавану, матери, то со всего могу заключить, что и они также были состоятельны. В общем-то, и в дальнейшем, точнее в прошлом, да, уже, в Библии в дальнейшем, а для нас в прошлом, когда мы с вами говорили о Иакове, который взял себе в жены Рахиль и Лию, это две были сестры, дочери Лавана, вот этого Лавана, у которого Ревека сестра. Так, немножко родословную просветил вам. Вот. И вот только после этого он уже и поел, и попил, и уже остался ночевать, отдыхать. И на следующее утро он засобирался, говорит: отпускайте меня к моему господину. Но брат ее и мать сказали: пусть побудет с нами девица дней хотя бы 10, потом пойдешь. Он сказал им: не удерживайте меня, ибо Господь благоустроил путь мой. Отпустите меня, и я пойду к господину моему. Они сказали: призовем девицу и спросим, что она скажет. То есть, понимая, что, в общем-то, между собой они договорились, слово остается за самой девушкой. Пусть она уже как решит, так и будет. Они зовут Ревеку и спрашивают: пойдешь ли ты с этим человеком? Она сказала: пойду. И отпустили Ревеку, сестру свою, и кормилицу ее, и раба Авраамова, и его людей. И благословили Ревеку и сказали ей: сестра наша, да родятся от тебя 1000 тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих. И встала Ревека и служанки ее, и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком. И раб взял Ревеку и пошел. А Исаак, вот так, видите, они раз и переместились сразу. Спустя несколько дней, может быть, они несколько недель путешествовали, но вот они сразу оказываются уже в имениях Авраама. И Исаак пришел из Беер-Лахой-Рои, ибо жил он в земле полуденной. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить, и возвел очи свои, и увидел: вот идут верблюды. Ревека взглянула и увидела Исаака, и спустилась с верблюда. Вот это сейчас и происходит встреча будущего мужа и жены.
у которых не было возможности познакомиться друг с другом, не было никаких сайт-знакомств, у них не было никакой тайной переписки, они не знали существования друг друга до этого момента. Когда Исаак был в поле, Ревекка подъезжала на верблюдах, они увидели издалека друг друга, и Ревекка спрашивает у Елиазара: «Кто этот человек, который идет по полю навстречу нам?» Раб сказал: «Это господин мой». И она взяла покрывало и покрылась. Раб же сказал Исааку все, что сделал. То есть они встретились, и вот он ему все пересказал, что произошло, откуда они идут, кто это. В общем, всю историю, которую я вам только что рассказал. И взял ее Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ревекку, и она сделалась ему женою. И он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей. Вот совершенно такая короткая, потрясающая история любви с первого взгляда, потому что написано, что Исаак возлюбил Ревекку, они увиделись впервые, и это была, в общем-то, любовь с первого взгляда, и она сделалась ему женой. Он взял ее в жены, он ее не отверг, она его также приняла, все было замечательно. Что я хочу сказать, да, по этому всему поводу? Вот Ревекка или Елиазар, кто из них все-таки выступает здесь в роли пажа? Если честно говоря, конечно, составители компании Лос Карабео, они вот так вот оформили эту сценку только одной Ревеккой, но если здесь именно Ревекка тем самым пажом кубков, или, может быть, здесь Елиазар выступает в роли того самого пажа, который послушно исполнял все поручения Авраама, все поручения Господа, и он себя вел как раз как послушный исполнитель внешних каких-то указаний, внешней воли. И сделал все тютелька в тютельку. Вот не придраться, не прикопаться. Просто замечательный, очень послушный исполнитель. Или Ревекка все-таки здесь выступает в роли пажа кубков, особенно учитывая, что пажи в целом это все энергия инь, а вода это вдвойне энергия инь, женская имею в виду. Хотя стоит напомнить, что в целом все пажи, имея в виду, да, это у нас еще и стихия земля. Ну, это не мешает ей быть энергией инь, женской энергией. Так вот, или это все-таки Ревекка является тем самым пажом кубков, пажом воды, где много женской энергии. Возможно, нам поможет в этом разобраться чуть полнее еще и традиционное значение карты, имеется в виду традиционной Уэйта, что там нам авторы пишут, что они повествуют и рассказывают относительно того, что заложено в смысл этой карты, как она проигрывается, как она выглядит и так далее и тому подобное. И я думаю, что под конец лекции мы с вами сможем более-менее однозначно ответить на этот вопрос. Пока, честно говоря, я пытаюсь вас вести тем путем, который мне постепенно открывался. Потому что в какой-то момент я также начал сомневаться, а кто из них является главным персонажем, учитывая, что неоднократно у нас, да, что далеко ходить, прошлый пример, Исаак нес хворост, и он был изображен на десятке жезлов, а оказывается, что там главным персонажем, который переживал ту самую десятку жезлов, был Авраам, который остался за кадром. Здесь авторы компании Лос Карабео нам показывают Ревекку, но является ли она пажом? Или пажом является Елиазар, раб Авраама, который остается за кадром, который является пажом? В общем, давайте разбираться. Поэтому прыгаем с вами мы в значение, смотрим, что мы можем вытащить из вот этого. И параллельно с вами, держа в голове два образа, понимаю, сложно, но потерпите и сосредоточьтесь. Держите в голове два образа. Мужской образ Елиазара, раба, который послушно выполнял указания Авраама и Господа, и образ женский, мягкий, образ девушки, о которой, конечно, очень мало известно, кроме того, что она была очень красива собой, она была доброй, она была нежной, она была готовой оставить отчий дом и пойти за этим человеком навстречу своей судьбе. Она не могла влюбиться заочно, ибо она даже не знала, что это за человек. Я не спорю и не исключаю того факта, что, возможно, когда они все вместе сидели, вот уже порешали, договорились родственники, они все сели вместе кушать, выпили вина виноградного, и раб мог вполне себе рассказать Елиазар о том, что
Вот у него там больше, они же не молча сидели за столом, правильно? Он про Авраама рассказывал, про то, как у него имение, рассказывал про Сару, возможно, о тех всех чудесах, каким необычным образом родился сын Исаак, как его чуть в жертву не принес Авраам, но потом Господь спас его. О многих честных делах он мог поведать. И не исключая, что даже если Ревекка не сидела непосредственно за столом, то она могла вполне все это слушать, ибо ей было интересно, ведь она знала, зачем пришел этот господин, и, в общем-то, что ее ожидает. А ожидало ее очень скорое замужество. Ей было интересно, что же это за муж. И она вот могла буквально за эту ночь скоропостижно, влюбиться. Ведь могла, согласитесь, да, вот представьте там, вот вы девушка, вы... ладно, что я буду рассказывать. В общем-то, вот эта ситуация, вот ее и представьте, эту ситуацию. У вас никого нет, вы юна, вам исполнилось 17, 18, 19 лет, 16, я не знаю, сколько угодно. То есть это такая вот, может быть, первая любовь. Вы еще ни в кого не влюблялись. У вас вообще понимания такого нету, как это и что это. И тут вот вам рассказывают об этой необычной семье, семья благородная, семья состоятельная, семья, которая живет, да, где-то за городом, в другом месте, вдали от земли, но видно по всему, что Бог благословляет эту семью. Даже и раба, который пошел выбирать жену, тоже благословляет. И вы как-то проникаетесь уже чувствами к этому человеку и испытываете какую-то симпатию, как минимум. Еще хочу напомнить, что на момент, когда все эти события происходят, Аврааму, Сара умерла 127 лет, Аврааму 137, а Исааку 40 лет. Такой, в общем-то, не совсем мальчик, да, взрослый мужик, который управляет вот этим всем хозяйством, которое там есть. И я хочу сказать, что и по тем меркам, и по тем временам это тоже взрослый человек. Помните, современники Авраама, они рожали детей в 30-35. То есть 40-летний не был юношей по тем временам. Отнюдь, хоть люди и жили, согласно библейской версии, больше 100 лет, 100, 120, как в случае с Авраамом мы это видим. В общем, слушая вот эти все рассказы, слушая разговоры, может быть, немножко хмельные разговоры, она могла вполне себе проникнуться чувствами к человеку. Пока еще незнакомому, даже фоточку никто не показал. В общем... Что я хочу напомнить? Хочу я напомнить по поводу пажей. Давайте мы с вами вернемся. Вот у нас есть такая закладочка «Начало». Помните, мы с вами разбирали вот эту табличку, когда были в масти жезлы и в короле, да? Вот есть вертикальные линии и горизонтальные. И кроме того, что мы рассматриваем пажа как водную стихию, но в целом, я уже говорю, все пажи – это стихия Земли, и это энергия инь, это женская, это мягкая энергия. И во многих колодах пажи называются также и принцессами. Дабы 4 карты придворных уравнять, двое мужчин и 2 девушки. Король и рыцарь, а там принцесса, либо паж и королева. И что еще здесь есть смысл сказать? В целом по поводу пажей, что они, вот я уже сказал, представляют энергию инь, они открыты, они любознательны. Это в целом все пажи, такой собирательный образ. Они невинны, готовы учиться, расти. Паж любит жизнь, принимает ее. Он полностью погружен в сущность своей масти и живет ее жизнью, не испытывая трудностей и не заботясь ни о чем. Паж также может представлять нового в вашей жизни человека, доставлять послания, приносить новые возможности. Когда паж в раскладе выпадает, задумайтесь о том, готовы ли вы получить его послание, достаточно ли вы любознательны, открыты ли вы своим мечтам. И мы видим, что оба эти описания, это описание подходит к обеим нашим персонажам, и к Елиазару, и к Ревекке. Хотя мы понимаем, что если мы говорим в плане возраста, в плане женской энергии, то, конечно, больше к Ревекке. Но вот в плане принести новость, в плане какое-то известие, то это больше получается уже про Елиазара. Вот. Не будем мы сейчас останавливаться о том, как возникли стихии, ведь здесь закладочки по поводу там, знаков зодиака, 4 класса карт. Это мы все уже сами проходили, рассказывали. Или повторить все-таки. В целом все карты чаще всего Таро делят на 2 большие группы. Это старшие арканы и младшие арканы. Но делений 4.
Старшие арканы, которые отвечают на вопрос «почему?», числовые арканы, которые отвечают на вопрос «что?», тузы отвечают на вопрос «где?», имеется в виду в какой стихии «где?», и придворные карты, отвечающие на вопрос «кто?», имеется в виду королевский двор, который мы сейчас и разбираем. Та самая королевская семья. Часто очень изображались исторические персонажи, и вот как раз нам и повезло, что сейчас мы с вами, рассматривая колоду Гюстава Дере, сталкиваемся с тем, что в придворных картах у нас будут те самые исторические персонажи. Если здесь у нас есть некий собирательный образ безликого пажа кубков, то здесь вполне себе конкретный будет персонаж у нас на выходе. Либо это будет Ревекка, либо это будет Елиазар, но кто-то из них у нас будет, кто-то из них у нас точно останется в голове как четкий, конкретный исторический персонаж с какими-то своими чертами характера, манерой поведения в какой-то взятой конкретной ситуации. Так, в общем-то, было и раньше тоже. И сейчас тоже происходит. Ну и в целом стоит сказать, напомнить этот замечательный пример насчет пира королевского, где присутствовали пажи, рыцари, король и королева. Кто какую роль исполняет. И хочу напомнить, что пажи это чаще всего, конечно, обозначает какого-то персонального человека, либо вас в этой ситуации, либо кого-то в вашей жизни. Ну, так чаще всего происходит. Но также это могут быть и сами ситуации. То есть ситуация, которая складывается по пажу, или по рыцарю, или по королю, по королеве. И это имеется в виду степень влияния на данную ситуацию. Понятное дело, что паж – это тот персонаж, который не может никак повлиять на ситуацию. Ему сказали, что нужно подавать свежее вино и убирать грязные тарелки, он это и будет делать. Он не будет фыркать, нормальный паж, исполнительный, да, не перевернутый, а добросовестно исполняющий свои обязанности. А все пажи – это у нас земля, это те, которые готовы учиться прилежно, усердно, каждый немножко в своей масти с определенными, так сказать, отклонениями. В хорошем смысле этого слова. И у нас оба персонажа подходят. И Елиазар, и Ревекка подходят на роль того человека, который послушный, исполнительный и с готовностью делает то, что ему поручили. В случае с Елиазаром это пойти и найти невесту. А в случае с Ревеккой это просто послушно согласиться, может быть, тайно даже влюбившись, растаяв от рассказов о Исааке, ее будущем муже. Вот. Перемещаемся с вами в пажа кубков. Читаем. Что нам там написали умные люди насчет традиционной карты. Все пажи являются слугами и вестниками своей масти, предвещая какие-то связанные с ней события. С какой с ней? Имеется в виду с мастью кубков в данном случае. Да? Паж чаш, он же паж кубков, служит царству эмоций, отношений и чувств и предвещает какие-то события или шансы в этой области. По этой карте есть такое сразу у нас? Есть. Но пока еще непонятно, кто из персонажей подходит. Вроде как бы Елиазар, ведь он принес весть. Да? Он принес весть о том, что он ищет жену. С другой стороны, и Ревекка является этой самой вестью, когда они потом возвращаются. Тут, конечно, не цена возврата, но мы в целом же понимаем, что она вернулась, и она уже тогда является для Исаака тем самым предвестником. В общем, оба персонажа подходят под это. Читаем дальше. Как правило, это приятное переживание, это свежие чувства, новые знакомства. Подходит? Однозначно. Это может быть нечто новое и в имеющихся отношениях. Подарок, признание в любви, предложение руки и сердца и весть о беременности. Подсказку могут дать другие карты расклада. Это такая, в общем, да, все. Паж может указывать, что на подходе благая весть, заманчивое приглашение, искренний комплимент или некто, демонстрирующий свое расположение. Человек, который проявит к нам открытое дружелюбие и участие. То, о чем я вам говорил, что хотя это у нас и придворные карты, карты двора, которые изображают конкретных людей, и зачастую в практических раскладах они так и выпадают, означая какого-то человека, который будет в ситуации. Но также это может указывать и на ситуацию, что ситуация будет развиваться по пажу жезлов. То есть как? Имеется в виду, что будет какая-то благая весть на подходе или заманчивое предложение. Для Ревекки поступило заманчивое предложение. Пойти за 3-9 земель
замуж за хорошего и состоятельного человека. Получила заманчивое предложение. Искренние комплименты или кто-то, кто демонстрировал свое расположение, присутствовал у нас в этой сцене? Да, присутствовал. Со всех сторон присутствовали. Что семья искренне была расположена встретить раба Авраама и сделать ему теплый прием. Что сам раб Авраама, Елиазар, он также был искренне настроен к этим людям. Он им все рассказал, он им все выложил. Получается, что у нас и здесь как бы и третий персонаж возникает. Не только Елиазар, не только Ревека, но и вся ситуация эта, она у нас выглядит как паж кубков. Да, вот открытое дружелюбие, участие, комплименты, заманчивое приглашение, вот эти весь игрательный образ. Старинное значение этого аркана – помощь, услуга, человек, который поможет, сослужит важную службу в делах вопрошающего. Причем сделает это, что называется, не в службу, а в дружбу. Ну, вопрошающий имеется в виду тот клиент, да, тот, который спрашивает, а посмотрите мне на то-то и то-то, дайте мне ответ на то-то и на то-то. То есть не имеется в виду, что здесь вопрошающим является Авраам, например, да, который отправил Елиазара. Но посмотрели мы с вами такую вступительную часть и видим, что она очень хорошо соотносится с нашими сегодняшними героями, с обеими, и с ситуацией в целом, которая вокруг них развивается. Давайте коротко с вами пройдемся по 4 сферам нашей жизни. Лично это имеется в виду какое-то саморазвитие внутри нас, лично то, как мы себя ведем, как мы поступаем, как если бы мы были тем самым пажом кубков. Да, вот представьте, что каждый из вас паж кубков, то что этому персонажу соответствует, какое поведение, какое внутреннее состояние. Мечтательность, мешающая справляться с реалиями этого мира, поэтическое томление и очарование. Доброта, отзывчивость, заботливость, без раздумий о том, к чему приведет такое поведение. А вот этих 2 предложения очень похожи на поведение Ревеки. Если Елиазар четко знал, зачем он едет, куда он едет и что он будет выполнять, какое задание, и если бы не согласилась эта девушка, он бы искал другую девушку, 3-ю, 5-ю, в общем-то, пока бы он не нашел. Ведь в конце концов это была первая девушка, которая согласилась. Просто это было Божье провидение, и все сложилось как нельзя лучше для всех сторон. Но именно Ревека здесь вела себя как мечтательная. Давайте между строк читать, да, я же вам рассказал уже. Представьте сцену, когда все, они уже согласились, это же все было при Ревеке сказано, сделано. Она понимала, что ее отдают замуж за некого Исаака, там же далеко живущего. И после этого они сидят за столом, вкусно едят, выпивают, и, конечно, там ля-ля тополя, слово за слово, и было рассказаны все замечательные чудесные истории. И она могла уже там мечтать, что-то размышлять, думать. Доброта, отзывчивость, заботливость, без раздумий о том, к чему приведет такое поведение. Мы видели такое поведение, как со стороны Ревеки изначально, когда она напоила и человека, и его верблюдов, так и в целом поведение семьи. И, нельзя сказать, что они, или Ревека не знала, к чему приведет такое поведение, но в конце концов она не видела, что это за человек. Она не знала, насколько он хорош, она могла просто поверить на слово Елиазару о том, что этот хороший человек, имеется в виду Исаак. Но так это на самом деле она не знала. То есть вот это как раз характеризует больше нам Ревеку, как пажа кубков. Паж чаш очень эмоционален и доверяет интуиции. Это дружелюбная, контактная, беспечная и в высшей степени обаятельная личность. И должен сказать, что и это описание очень хорошо подходит под Ревеку, потому что когда ее впервые увидел Елиазар... Сейчас. Вот, он ее увидел впервые, и девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла. Он ей побежал, попросил напиться, она дала пить, и человек тот смотрел на нее с изумлением в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. То есть видно, вот это, конечно, такое скудненькое и сухое, скупое описание внешности и девушки, но по всему
было видно и ощущается, что она как раз и произвела вот это самое впечатление как обаятельной личности. И при этом она какая была? Дружелюбная, контактная и беспечная. Человека видит впервые. Попросил напоить верблюдов, его напоить, пожалуйста. Верблюдов сама предложила напоить. Спросил, есть ли место в доме у отца? Да, конечно, есть. Побежала домой и устроила все, что его привели Елеазара в дом. То есть вот это уже все, если мы говорим описание как личная характеристика пажа кубков, то это очень хорошо описывает Ревекку. В большей степени, чем Елеазара. Елеазар здесь хоть и паж, но он бы тогда был точно не пажом кубков. Он мог бы быть пажом жезлов или пажом пентаклей. В крайнем случае мечей вряд ли. Это карта духовно развитого человека с ярко выраженной интуицией и прекрасным творческим потенциалом. Рядом с ним смягчается душа и обнаруживается, что сердце не камень. Паж кубков обладает исключительной способностью оказывать моральную и духовную поддержку одним своим присутствием, в силу своей доброты, восприимчивости и способности настраиваться на другого. Вот это, кстати, способность настраиваться на другого – это такое слово, возможно, для вас новое – эмпатия. Это способность сопереживать человеку настолько, что его эмоции, его переживания становятся твоими. Рядом, это я уже прочитал, пажу чаш трудно отстаивать свои позиции. Ему не хватает должного самоуважения. Давайте остановимся. Пажу чаш трудно отстаивать свои позиции. Конечно, здесь не было какой-то спорной ситуации, когда я мог бы сказать, что Ревекка должна была отстаивать свои позиции. Она, скорее, безропотно и молча на все соглашалась. То ли от того, что ей нравилась сама по себе ситуация, скорее всего, но, тем не менее, никакого сопротивления не было. Никакой строптивости, никакого фырканья, лишних вопросов никто не задавал. А вот Елеазар, помните, да, когда ему говорили: садись, покушаешь, мы тебе ноги омоем. Он говорит: нет, секундочку, я, собственно, расскажу, зачем я сюда пришел. Рассказал, и, мол, принимайте решение. Если нам с вами по дороге, то по дороге. Если нет, то вы налево, я направо. Никто никому ничего не обязан, без обид, только бизнес. И тут он, конечно, точно уж не выглядит как паж кубков, то, что мы сейчас читаем. Он даже в данной ситуации проявил себя как король, он контролировал ситуацию. Или как минимум рыцарь, проявил инициативу, рыцарь жезлов, почему нет. Поэтому вот пока уже парочку есть пунктов, которые все-таки перевешивают Ревекку на чаше весов как объективно, как то, что она является ярким представителем пажа кубков. Ему не хватает, пажу имеется, должного самоуважения, и часто кажется, что другие его превосходят. Он доверчив и часто ставит себя в уязвимое положение. Паж кубков воплощает собой землю воды. То, что я вам говорил, что в целом все пажи – это у нас стихия земля, то есть такие прилежные, в чем-то медленные, настойчивые, терпеливые, трудолюбивые, усидчивые. Кто-то более усидчивый, понятное дело, паж пентаклей, да, двойная земля. Но все же. Поэтому представляет у нас и землю воды. Под его влиянием происходит постепенная кристаллизация внутренних ценностей и раскрытие внутреннего мира для реальности. По преданию, Ундина, это женский дух воды, получила бессмертную душу после того, как нашла мужа среди людей, обычных людей, спутника из плоти и крови. Кстати, вот насчет Ундин, насчет русалок сделал такой небольшой блок, мы к нему вернемся, возможно, будет нам это интересно, как некое расширение кругозора относительно пажа кубков, потому что в некоторых колодах пажа кубков изображают, здесь, видите, у этого пажа, у этовского есть рыбка из бокала выпрыгивающего, а в других колодах также изображают дельфина, не из бокала, а который на фоне присутствует. Иногда вот мистические существа типа русалок или тех же ундин. Поэтому не будет лишним нам расширить понимание того, как это, в общем-то, может выглядеть в других колодах. И по всему пока, почитав о личном, то есть как личность, кто такой паж кубков, то мы понимаем, что вот здесь 100% перевес идет в сторону Ревекки. Карьера.
Важно, чтобы дело было созвучно этой душе. Если мы говорим с вами о карьере, о развитии человека, пажа кубков в социуме, то, как он себя строит и ставит среди других людей, как он себя зарекомендовал на работе, и вот все, что связано с продвижением по какой-то служебной карьерной лестнице, то важный момент, чтобы это было созвучно этой душе. То есть это не будет работа ради денег, работа ради работы или какой-то цели, благой. Нет. Это должно нравиться прямо сейчас. Тебе должно доставлять удовольствие то, что ты делаешь. То есть это явно говорит о чем? Говорит о творческих людях. Тогда он переживает положительно за все, за каждый аспект, вникает и стремится улучшить. Знаете, бывает, да вы все знаете, либо на личном примере, либо примеры из фильмов, когда человек, показывают какую-то сцену, кто-то оказывается на работе, и видно, что человек вот просто он проникается. Особенно, знаете, это может быть среди профессий врачей или где-то бармен. Когда, казалось бы, большой поток людей, и уже можно было бы сделаться черствым, сухим, и ты просто понимаешь, что люди к тебе приходят за тем-то и тем-то, ты безропотно, молча, сухо и профессионально выполняешь свои обязанности, но нет, появляется какой-то персонаж, который прям вот вникает, он берет работу на дом, он может выехать с клиентом, он может что-то поделать, порешать, посочувствовать, выслушать и вот проникается, да? И вот таких людей как раз и характеризует паж кубков в разрезе карьеры, имею в виду. И тогда человеку все это удается, ему работа должна нравиться сама по себе, это вот важно очень, чтобы это было созвучно его душе. И тогда он будет это воспринимать как личное. Работа для него станет частью его души. В деловых ситуациях, отмеченных пажом чаш, партнеры готовы сделать шаг навстречу или сформулировать какое-то привлекательное предложение. Это когда мы говорим не о конкретном человеке в разрезе карьеры и работы, а когда, например, вопрос, как пройдет завтрашнее собеседование с деловыми партнерами, и выпадает паж кубков. И вот тогда можно было бы сказать о том, что партнеры готовы сделать шаг навстречу или сформулировать какое-то привлекательное предложение. И вот по вот этой карте вспоминаем с вами сцену уже в доме, разговор между Елиазаром и семьей Ревекки. И вот это две стороны сошлись. С одной стороны семья Авраама, с другой стороны семья Ревекки. Сделано предложение, с одной стороны от Елиазара, которое принимают встречное предложение Ревекки. И чем вам не деловое? Да, тут речь идет одновременно и о любви, но о какой любви изначально может идти речь, если пара друг друга не видела? Она не может любить друг друга. Потом они полюбят друг друга, но в данный момент это выглядит все как договор. Договор двух семей. Почему? Потому что так выгодно, так удобно, так перспективно. Можно еще назвать с десяток примеров, почему Авраам сделал именно так. И он себя вел в данном случае, если мы уже говорим об Аврааме, скорее как мечевой персонаж, тот, который хорошо продумал, как король мечей, например, да? Нежели как, или в конце концов король жезлов, нежели как персонаж, который сугубо заботился о сердце сына. Тогда бы он сказал: сынок, пойди и выбери ту девушку, которая по сердцу твоему. И неважно, из какого племени она будет, хоть из дома отца моего, хоть из хананеек. Нет. Поэтому в данном случае эта карта тоже очень хорошо нам может демонстрировать какие-то деловые переговоры, потому что, забегая наперед этой сцены, а мы с вами видим эту сцену чуть шире, потому что здесь за кадром еще сидит Елиазар. И вот представьте, что это семья Авраама, это, предположим, компания Ford, а с этой стороны компания General Motors. И вот они вместе сошлись и сейчас обговаривают какие-то взаимовыгодные условия сделки. Потом они пожали друг другу руки, устроили пышный фуршет-банкет и даже представителей заслали друг другу в компанию, дабы обменяться опытом в виде того же жениха и невесты. Это карта готовности к сотрудничеству. Интуиция, восприимчивость, чуткость и вкус помогают ему должным образом настраиваться на заказчика. Очень, кстати, хорошая черта. Это просто мега какой-то прокачанный скилл, когда человек обладает способностью к эмпатии. Это то, что может разрулить любую сложную ситуацию. Если мы говорим о дипломатах, то это будет что-то за гранью. Это человек, который
вырулит, вывезет самое что-то сложное. Если переговоры будут с глазу на глаз, то есть если это не будут какие-то сухие телефоны либо переписка, а когда это личная встреча, то есть когда человек сможет включить вот это свое все обаяние, эмпатию, и в целом вся эта встреча пройдет под знаком того, что стороны смогут договориться. А если мы говорим о карьере, о развитии, и, например, такая карта выпадает нам на сотрудника, на человека, пусть не в целом, а в каком-то предстоящем проекте. Вот он себя проявит, как этот самый рыцарь, король паж кубков. То мы понимаем, что человек, который будет обладать интуицией, способностью проникнуться к клиенту. И вообще самые успешные проекты, бизнес-проекты, они построены на эмпатии, они построены на способности понять, чего хочет другой человек. Любая современная вещь, которая обладает эргономикой, которая обладает какими-то характеристиками, которые нравятся людям заведомо еще до выхода на рынок. Вообще откуда это все появляется? Это что? Это кто? Это как? Это целые отделы людей, которые мониторят рынок и изучают, а чего же хочет человек, чего хочет та сторона, чего хочет потребитель. Мы сейчас говорим с вами о карьере, поэтому это способность понять желание другого человека, его чувства. Желание это скорее, может быть, по жезлам, а здесь в большей степени это эмпатия, это чувство. А что же человек, не желание, что человек должен почувствовать, взяв в руки какую-то вещь, вот мышку, и он должен не просто желание, что тебе нужна мышка для того, чтобы там управлять на компьютере, нет, а вот какие материалы там будут, какие она тебе вызовет эмоции, как она ляжет, эта мышка, в руку. Это очень хорошо касается мира вещей, мира услуг, в конце концов, тоже, какие-то неизмеримые, неощутимые вещи, то, что мы называем сервисом. Вот, чтобы дать хороший сервис, нужно обладать эмпатией, нужно понять вообще, а что человек почувствует, вот когда ты ему это сделаешь, что он почувствует. И все мы, когда хотим сделать друг другу приятное, когда мужчины дарят девушкам цветы, когда в целом друг другу дарим подарки на Новый год, когда это не что-то формальное, а идущее от сердца, от души, ты выбираешь, и ты, выбирая подарок, задумываясь о том, что подарить, ты сразу представляешь эмоции человека, Вот он распаковывает, он разворачивает, а что же у него внутри будет происходить? Когда вы думаете именно вот таким вот образом, это и включается у вас паж кубков, у вас включается, как минимум, Тут может быть и королева включится. Я имею в виду, что включается вот эта вот эмпатия, та самая, и способность в какой-то момент переместиться вот по ту сторону экрана, стать вот этим другим человеком и понять и почувствовать, а что же он будет ощущать в момент разворачивания подарка. И именно это здесь и сейчас, в прошлом, ведь человек ведь в будущем развернет, в прошлом, даст вам огромную фору и возможности выбрать именно тот подарок, который вот эти эмоции вызовет. Не знаю, насколько я смог это все раскрыть вам тему в отношении карьеры. И это очень хорошо будет отличать не просто специалиста, а человека, который вот просто на струнах вашей души сыграл, который смог вот так все четко подобрать вам, если мы говорим о дизайнерах, то интерьер, вот он такой создал, он то спросил, это спросил, а то он подметил, а это он просто обратил внимание. И он все это смог так преподнести не просто как обвертку, а именно суть, так оно и есть. Так это все завернуть и показать клиенту, что он просто в шоке, как будто бы это мама для него создавала, родная, то есть она так хорошо все это знает, он будет удивлен. Так, что у нас там дальше? Интуиция, восприимчивость, чуткость, вкус помогает ему должным образом настраиваться на заказчика. Ученичество свойственно пажам. Да, конечно, то, что я вам больше описывал, это подходит рыцарям, подходит, может быть, королям, если ему потребуется на работе. А почему нет? Короли кубков, они в той же степени могут управлять ситуацией, как и пажи, имея в виду быть такими же активными участниками, просто чтобы будет больше контроля. В плане эмпатии это ничего не меняет. Ученичество свойственно пажам. Вот по пажам мы понимаем, что это будет у нас человек, который мало что контролирует, но просто вот эти его черты характера, способность к эмпатии, они будут помогать ему исполнять его обязанности на таком уровне, который
недосягаем будет для мечей, например, которые будут тупо сухо выдавать информацию. Здесь окно, там двери, лучше постелить ламинат, потому что, потолки будут натяжные, потому что, окна рейхау, потому что. Паш не так, он скажет, представьте, как вы идете по ламинату там, или по паркету, и вы ощущаете теплоту древесины босиком, летом, или там вы закрываете окно, и вы не слышите шума улицы, садитесь возле откоса, например, да, там поднимаете штору, то есть он будет апеллировать к каким-то вещам, которые будут заставлять человека почувствовать уже, как он живет в этом доме, и как он ощущает те или иные материалы, как он дышит, не знаю, чистым воздухом от кондиционера, или как его не раздражает шум улицы, если улица шумная, ну и ряд таких других вещей, которые человек просто начинает чувствовать. И там Паш, но разная манера и подача информации. Не информации, а даже, как сказать, своих обязанностей, что ли, своей работы. Паш кубков подключается к предмету сердцем, он учится лишь тому, что находит отклик в его душе. Это, с одной стороны, и позитивная, и негативная сторона пажа кубков. Потому что паж кубков не сможет запихнуть свою гордость, он не сможет наступить на горло там, собственной песни, он не сможет сказать «надо» и сделать это. Нет, он не скажет. Он либо расплачется и в перевернутом положении, либо он очень быстро сломается. Здесь должно находить отклик его сердца. Это должна быть та работа, которая ему по душе, в которой он чувствует, что он раскрывается. Это не может быть тупо сухое зарабатывание денег или просто потому, что ты, поработав 5 лет, дорастешь до какого-то старшего менеджера, но сейчас, сцепив зубы, ты можешь терпеть. Нет, это не про пажа кубков, абсолютно. Финансы. Понятно, где кубки, где финансы. В целом, если вообще рассматривать какие-то финансовые вопросы, купить, продать, вложить, инвестировать, переезжать, не переезжать и куча. Если выпадают кубки, сразу можно карты собрать и сказать клиенту, иди попей успокоительного, а потом вернешься ко мне. Почему? Потому что когда, это знаменитая пословица, деньги любят счет, они не любят эмоций, надо делать покерфейс, то есть ты сидишь за столом и играешь в карты, а на столе лежит общий там банк на несколько миллионов, то никаких эмоций не должно быть. Каменное лицо. Вот здесь как раз мечи должны включиться. Поэтому, видите, в финансах так мало и написано. Ибо кубки и финансы, еще раз говорю, это не несовместимые вещи. Где будут эмоции в финансах, однозначно там будет крах. А потому это наивность в финансовых вопросах, чрезмерная доверчивость. Вот побежала Ревека, да, а может там с 3 короба он наплел. Она хоть какой-то вопрос задала, семья спросила, а что там, а как? А куда? Нет. Вот ей просто понравился заочно этот Исаак. Честно вам говорю. Недостаточное умение управлять капиталом может указывать на недостаточность юридической поддержки, несоблюдение всех деталей оформления сделки в силу дилетантизма, незнание правил и тонкостей. В целом, в данном случае эта карта, скорее, даже в прямом положении, может говорить, если она и будет как-то касаться финансов, то скорее она будет говорить об эмоциональной составляющей сделки. Помните, когда мы с вами рассматривали карьеру, и вот если бы у нас шла речь о подписании договоров завтра там, между партнерами, и выпадает эта карта, то это может говорить только о приятной эмоциональной атмосфере. Но если был бы задан вопрос, а что это сулит в плане финансов, и выпадает такая карта, понятное дело, что карта Таро – инструмент эмоциональный, интуитивный, и такая карта, выпадая, уже можно сказать, что стороны будут довольны. Да? Но это не о финансах, это не о деньгах, как бы там ни было. Поэтому очень внимательно стоит смотреть, если эта карта выпадает на финансы, на соседние карты, либо делать какие-то уточнения, потому что может быть незрелая ситуация, может быть какая-то инфантильность, то есть что такое детскость какая-то, да, то есть ты вещи воспринимаешь, как ребенок, как подросток, почему мама с папой мне не могут купить эту новейшую приставку, да, они зарабатывают кучу денег, по меркам ребенка, он не понимает, что эти деньги, они уже наперед расписаны все, там копейка в копейку все, не останется ничего.
а ему кажется, что вот у них столько денег, там какая-то 10% от их дохода, это приставка какая-то, для них ничего не стоящая, а для ребенка это прям целое счастье. Вот такие какие-то вещи могут включаться в плане финансов. То есть неоднократно бывает такое, когда человек задумывается о покупке дома или какой-то недвижимости и выпадает в целом много кубков, либо в тот же паш кубков, то можно смело советовать клиенту успокоиться, взять себя в руки и собрать как можно больше фактов. Именно факты, а не эмоции, помогут сделать рациональную покупку. Все мы знаем с вами прекрасно, что любая вещь, в частности автомобили, я не знаю, там вещи, которые мы носим, они, как ни крути, мы существа эмоциональные. Да? Мы в первую очередь совершаем покупку за буквально первых несколько секунд глазами, эмоциями. Потом может включиться у кого-то рациональный какой-то взгляд, но посмотрите, откройте шкаф в любая из девушек и посмотрите на то количество вещей, которые вы в какой-то момент купили, потому что они вам понравились, но которые потом оказались непрактичны. И в момент покупки вы не задумывались, а будет ли эта вещь вам удобна, не будет ли она натирать, давить. Она просто бомбезно смотрится на вашей фигуре. И все. Все, что вам надо знать об этой вещи. Поэтому финансы и паш очень внимательно стоит к этому относиться. Отношения. Отношения между людьми. Это уже такая тема поближе, да? Паш кубков – это еще не победа на любовном фронте. И вот это, кстати, нам тема тоже об этом говорит. То есть это пока такое какое-то начало. Это еще не победа на любовном фронте, но, если можно так выразиться, повестка на этот фронт. Шанс на любовь, предлагаемый внешними обстоятельствами. И если вот здесь это не совсем понятно, то по вот этой карте, мне кажется, это вы уж точно запомните. Паш кубков – это еще не победа. Это как повестка. С чем пришел Елиазар? Он, в общем-то, с этой повесткой и пришел. Он пришел и предлагает, говорит Ревекке: не хочешь ли ты прогуляться со мной на любовный фронт? Там тебя ждет твой командир Исаак. Вы с ним сможете сослужить хорошую службу. Примерно так. И что я еще хотел сказать? Что шанс на любовь, предлагаемый внешними обстоятельствами. И вот для Ревекки это как раз и оказались те самые внешние обстоятельства. Это не было ее внутренним каким-то порывом. Эти обстоятельства пришли внешне, в виде какого-то конкретного человека на верблюде, который сделал ей предложение. Одно из старинных значений карты – детская любовь. И как человек, и как событие. То есть надо смотреть по соседним картам, по динамике в будущем, как это все может развиваться. Пока это та самая повестка, это потенциал, это какое-то начало. Во что это разовьется, во что это выльется, не сойдет ли оно на нет. Как мы часто знаем, что дети, они, в отличие от взрослых, не так усидчивы, они не так усердны, у них не так надолго может хватить желания заниматься чем-то постоянно. Это вообще не свойственно пажу кубков чем-то заниматься постоянно, особенно если это не нравится. Если есть только ощущение того, что это надо, то это вообще не про пажа кубков. Поэтому вот эта самая детскость может присутствовать как в человеке, так и в ситуации. И только соседние карты в динамике покажут, во что это перерастет. В королеву кубков или во что-то другое. Детская любовь, и, как правило, не есть расчетливая эксплуатация. Паж кубков действительно чувствует привязанность. Если паж мечей обычно не подпускает к себе никого, даже после долгого обнюхивания, то есть присматривается, выискивает, все записывает, все там мониторит, узнает, пробивает в Инстаграме или там где-то в Фейсбуке профиль, все, в общем, сбор информации тотальный идет, да, называется это обнюхивание. Потом, нет, все-таки, не. То паж кубков отдает себя без остатка и без оглядки, толком не разобравшись в партнере. О ком речь? Чем вам не Ревекка? Вылитая, 100%. Она сидела вот так вот с открытым ртом и слушала рассказы об Исааке, о его чудесном рождении спустя 100 лет жизни Авраама, о том, как чуть ли он в жертву не был принесен, и как эта семья, как Господь об этой семье заботится, и вот у нее создавался такой вот образ, и все, и она вот просто растаяла, она погрузилась, и когда предложили родители, понимая, что сейчас навсегда у них заберут ребенка, вот вчера еще
Они ни сном, ни духом, а сегодня какой-то чужой человек увезет их родную кровинушку из их дома. Они предлагают, ну хотя бы 10 дней, пусть она с нами побудет, мы как-то свыкнемся с этой мыслью. Илиазар говорит нет, тут прибегает Ревека, поеду, говорит, поеду, чую сердце мое, уже там с Исааком поеду. Ну, чем вам не паш кубков, который, как там сказано, отдает себя без остатка и без оглядки, толком не разобравшись в партнере. Как за сутки можно было разобраться? Да никак. Она отдалась без остатка и без оглядки. Паш кубков склонен идти на эмоциональный риск. Есть такое? Есть. Не всегда его даже осознавая и ныряя в водоворот эмоций с головой. Пажу кубков соответствует демонстрации чувств. Вот по этой карте рыбка, которая высовывается из кубка, не в силах оставаться спрятанной в нем. Очень часто многие тарологи любят на этом акцентировать внимание, на той самой рыбке, когда паж, знаете, человек, особенно король кубков, вот он такой же эмоциональный, он способен также хорошо вас погрузить в свои эмоции, или королева, которая просто способна вас в свою воду затащить, просто облить этой водой, и вам там так одновременно хорошо, и вы понимаете, что ну вообще нет сил, чтобы оттуда выбраться. То паж кубков, вот он просто, у него этот, вот, знаете, это, конечно, может быть дурацкий пример, но попытайтесь увидеть в нем эту детскую непосредственность, радость, щенячий восторг. Ну, вы точно видели все ролики, когда небольшие собачки, маленькие щеночки, приезжает хозяин, которого она, собачка, не видела его, может быть, там неделю, он в командировке был, и она так рада, она просто превращается в один сплошной хвост, потому что это уже не собака, это хвост управляет собакой. Вот так вот она вся ходуном ходит, хвост этот мотыляется, и она от радости еще и уписывается. Вот, да, эта рыбка в перевернутом значении, а может быть порой и в прямом, это настолько щенячий восторг, так много эмоций, они просто выплескиваются наружу, и это, конечно, похоже на Ребекку. Ну, представьте, когда родители говорят, ну, они отчаялись спорить с Елиазаром, и говорят, ну, мол, как девица решит, так и будет, да, они подумали, что, может быть, дочка согласится хотя бы дней 10 побыть с нами еще, ну, все-таки на всю жизнь уезжает. Он говорит, нет, поеду. Вот эта рыбка у нее прям наружу выпрыгнула, и она все, поехала. Умчалась. И сейчас, когда рассказываю, я-то когда-то все готовлю, я же вот так эмоционально в этом не участвую, я просто занимаюсь сбором информации. А я сейчас, когда ты рассказываю, я вместе с вами это проживаю и переживаю. Надеюсь, что вы примерно со мной на одной волне, и вы также вникаетесь, и вы пытаетесь, так же, как и я, встать на место одновременно Ревекки, потом на место Исаака. И действительно, мне кажется, это очень замечательное чувство, и потом эта встреча, это томление ее духа, когда она ехала несколько дней в пути вместе с Елиазаром, и вот на поле идет там молодой, с бородой, красивый, там, может быть, я не знаю, там, в окружении какой-то свиты, и вот он, да, и вот это вот все ее томление, ожидание, и она идет к нему навстречу, накрывается покрывалом, да, как бы немножко скрыть свои эмоции, она понимает, что эта рыбка может выпрыгнуть, и тут сейчас опять внезапно не сможет свои эмоции скрыть. И вот прям в тот же день или вечер он ее приглашает в шатер и берет ее себе в жены, в общем, и они влюбляются друг в друга. Вот такой себе хэппи-энд наяву. Поэтому, снова-таки, глядя на отношения, мы можем полностью отдать все баллы в счет Ревекки, а не Елиазара как пажа. Так, пажу чаш соответствует демонстрации чувств. Да, мы сказали про ту рыбку, которая высовывается из кубка, не в силах оставаться спрятанной в нем. Это искренний любовный порыв начала романа. Да, то есть это, опять же, давайте вспоминать вот эту ситуацию. Она просто очень хорошо демонстрирует. Вот представьте все то же самое, что я вам только что описывал, до момента встречи Ревекки и Исаака. А потом она в нем разочаровывается. Что-то мне в нем не нравится, не сошлись характерами. Вот она себе там напридумывала, она размечталась, она его себе так вот представила и описала внутри себя, и в этот образ уже начала потихонечку влюбляться за этих там 5 дней пути. А он не оправдал ее ожидания. А он оказался не таким. Вот. Поэтому
это могла бы быть и перевернутая карта, только соседние карты покажут, во что же перерастет этот паж кубков. Вот это начинание, вот этот старт, этот роман, это начало, этот паж, во что он. Сможет ли он научиться и дорасти до более серьезных отношений? Перейдя в рыцаря, там, давая какое-то предложение, демонстрируя свои искренние, более уже зрелые чувства, потом перейдя в королеву, в конце концов в короля, когда можно полностью эти все эмоции контролировать, купаясь в них и наслаждаясь тогда, когда тебе это нужно, сдерживая эту рыбку, а не так, что эта рыбка выпрыгнула на песок, на палящее солнце и засохла. Это может быть и бездумный флирт, без мысли о будущем. И пролог к чему-то серьезному. Соседние карты, динамика покажет, к чему это приведет. Паж чаш как нельзя лучше выражает дух насмешливой поговорки. Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса. И несколько такое небольшое описание относительно реверса, как эта карта может проигрываться в общем и целом. Перевернутый паж кубков напоминает маленький мыльный пузырь. Он подобен тому улетучивающемуся переживанию, которое мы испытываем, когда импульсивно совершаем ненужную покупку. Эта карта может говорить о том, что эмоции не глубоки, что все очень зыбко, туманно и вскоре изменится. Может указывать на неуверенность в себе, зарытые таланты. Давайте чуть-чуть остановимся, сами поразмышляем над прочитанным. Мыльный пузырь – это может быть такая не совсем понятная метафора, образ, а вот ненужные покупки – это все мы сами с этим сталкиваемся. Я уже приводил пример по поводу того, что каждый из нас обязательно совершал какую-то эмоциональную, спонтанную покупку, но в итоге оказавшуюся ненужную. Просто потому что это же прикольная штука, ты посмотри, как она может, да? Или смотри, какой прикольный цвет, или как она лежит в моей руке, или как она сидит на моих ногах, или висит на моих плечах, или обнимает мою талию, что угодно. Но только не про удобство, практичность, это может быть какая-то ненужная вещь, померенная в магазине и больше ни разу не одетая, либо если это какой-то гаджет, какой-то пример. Кстати, у детей такое очень часто бывает. Хочу, стучит кулаками «хочу». Вот он хотел это в магазине, пришел домой, все, уже не хочу. Все уже вообще не то. Не так оно едет, не так оно катится, не так оно пищит и скрипит. Отсюда и детскость, да, вот это вот самое. Именно имеется в виду даже во взрослых отношениях. И что там еще было у нас? Она может говорить, что эмоции не глубокие, да, то есть это вот такой порыв, который, как я уже сказал, рыбка выпрыгнула из кубка, она упала на солнышко и засохла. Не выдержала она палящего солнца от этой суровой реальности. Столкнулась она с тем, что надо еще картошку чистить, кроме того, чтобы просто любоваться. Может указывать на неуверенность в себе, это когда мы говорим о личности, о саморазвитии, и какие-то зарытые таланты. Помните, что вообще в целом это у нас идет творчество, какой-то творческий потенциал, и когда мы говорили о работе и карьере, то это работа та, которая по душе, которая нравится. А представьте, что человек не на своем месте и делает то, что ему не нравится. И что получается? Есть же что-то, что ему нравится. Например, девушка могла бы себя очень хорошо раскрыть в маникюрном бизнесе. Ей очень нравится работать с ногтями и по той части, что она создает прям какие-то шедевры. Но она вынуждена сидеть за компьютером и набирать текст. И в итоге получается, что у нее есть какой-то зарытый талант, который она так и не раскроет, если она не распрощается с этой чертовой работой и не будет заниматься тем, что действительно по душе. И каким бы это ни казалось неперспективным, неудачным и непонятным. Я, по-моему, уже говорил пословицу эту. Это не просто пословица, это стих из Библии. Не помню только в какой из ее частей. Видал, по-моему, это в притчах Соломона. «Видал ли ты человека, проворного в деле своем? Он не будет стоять перед простыми, он будет стоять перед царями». Что имеется в виду? Видал ли ты человека проворного в деле своем? Проворного, то есть успешного. Неважно, чем бы человек ни занимался. Будь он дворник, будь он лесоруб или печник, да кто угодно.
Если этот человек проворный в деле своем, если это его, если это вот по пажу кубков, он понимает, что он кайф ловит от этого, то он не будет стоять перед простыми, он будет стоять перед царями. То есть он сможет достичь в своей профессии таких высот, что любая другая перспективная, в кавычках, да, профессия, перспективное образование, оно будет ни о чем. Я думаю, в жизни каждого из вас есть примеры, если не личные, то знакомых, которые получили перспективную профессию, но почему-то не работают в этой перспективной профессии. И также у вас есть примеры, когда человек работает в перспективной профессии, а он несчастлив, потому что он занимается не тем, чем хотел бы. И все вы знаете примеры, когда люди проработали 20 лет в IT-компании, а потом почему-то он уходит, покупает себе байк, какой-то мотоцикл или уходит в горы и занимается, я не знаю, там, каким-то тренерством, тренирует людей в фитнес-центре. В общем, переключается на совершенно противоположные вещи. Вот это и потом он выстреливает просто так мощно, там, за 2 года человек, казалось бы, променял князя на грязь, да, он наоборот пошел вниз, а потом он так мощно выстреливает. Почему? Потому что он оказался человеком проворным в деле своем, он оказался там, где он и хотел бы быть. И ему уже не важно, сколько ему за это будет платить денег, и не важно вообще, достигнет ли он номинально каких-то ступеней в этой лестнице, иерархически или нет. Он просто занимается тем, что ему нравится, ну, просто ему за тысячу деньги платят. А потом, оказывается, еще и большие. Почему? Потому что он просто занимается тем, что ему нравится. Еще какую-то пословицу вспомнил, а пока вот этот весь текст наговаривал, я ее забыл. Ты сказал по поводу проворного человека в деле своем. Вот вторая пословица, но это уже не из Библии, а именно пословица. По-моему, Конфуций говорил, вот я ее сейчас несколько, конечно, переиначу. Когда отец говорит сыну, дает наставление, что если ты будешь заниматься хобби своим, то в итоге, в итоге ты не будешь работать ни одного дня своей жизни. Ну, в общем-то, суть та же самая. Да? Если человек занимается по жизни тем, что считает своим хобби, то он ни дня в своей жизни не будет работать. Потому что хобби – это не работа. Хобби – это удовольствие. Хобби – это то, что ты делал бы бесплатно. Но мы же все прекрасно знаем, что в нашем современном мире есть возможность делать то, что тебе нравится, и так, чтобы тебе за это платили деньги. Это 100-200 лет назад сложно было представить, чтобы человек рисовал картины, писал картины, не будучи профессиональным художником, и на это мог бы зарабатывать деньги. Сегодня в нашем цифровом мире, в мире технологий, это возможно. Так, что у нас там еще? Это было по поводу все зарытых талантов, да, вот насчет того, насколько важно это самое творчество поддерживать. Отказ от примирения или предложения. Да, вот в перевернутом виде вся эта ситуация, которая у нас была с Ревеккой и Елеазаром, могла бы быть перевернута, если бы он потом пришел в дом к Ревекке, к ее отцу, а они сказали, не отпустим, непонятно куда, там каким-то хананеем за 3-9 земель, там, ну ты что, Авраам уж не сиделось вместе с нами, ну жил бы сейчас он здесь, вот тут все свои в конце концов, все евреи, а там кто? Не согласны, пусть сюда идет, но туда нет. Могла бы быть ситуация? Могла. Нежелание слушать, выходить на контакт, идти на свидание. То есть в целом мы понимаем, что это любая какая-то эмоциональная ситуация, но эмоционально неприятная, эмоционально нехорошая. Мы спрашиваем, как пройдет завтрашнее мероприятие, и выпадает вот такая карта, мы понимаем, что да, оно пройдет. Но как минимум вопрошающая сторона будет недовольна от происходящего, либо от итога. Зависит от вопроса. Отвергнутые признания, отвергнутые подарки, пустопорожние увлечения, погоня за мыльными пузырями, вроде безответной любви. Ну, это как если бы я уже говорил, Ревекка туда метнулась, бросила, даже 10 дней не захотела, эх, прощай, маманя, и уметнула туда к Исааку, а он вообще не такой. Да. Она себе представляла его как Брэда Питта, а он там как Квазимода какой-то. На божечки мой, что я наделала? Вот. Это то, что я сейчас почитал, то, что касается у нас пажа кубка вот этого классического по колоде Уэйта. И тут же параллельно погружал вас в мир карты Гюстава Дере.
И мы выяснили, что вот в плане описания это точно про Ревекку. Никакой это не Елиазар. Поэтому, возвращаясь к тому вот этот вопрос, да, Ревекка или Елиазар, нет, это точно Ревекка, не Елиазар. Он хоть и был в какие-то моменты пажом, но точно не паж кубков, это не про него. А вот с зодиакальным домом ситуация очень сложная. С одной стороны, я понимаю, что это водный знак. Водных знаков у нас 3. Это рак, это у нас скорпион и рыбы. Пришлось прочитать их все, дабы полнее понять, кто из них может больше соотноситься с данным персонажем. Сложность же заключалась в том, что в отличие от других библейских персонажей, которых мы разбирали ранее, личность Ревекки не раскрыта. Вот до момента, когда мы эту сцену почитали. Видно, что она вынесла воду, красиво была собой, вот она такая открытая. Ну, в общем, типичный паж кубков, да? И, короче, сложно. Смотрите, что я смог нарыть, какую я смог найти информацию. Я все-таки привязался больше к 4-му дому. Ну, честно говоря, несколько притянуто за уши. И я склонен думать, что здесь в этой ситуации присутствует несколько зодиакальных домов и несколько знаков. Но все же, 4-й дом. Помните, по 4-му дому это идет семья, род, жилье. Ну, учитывая, что так или иначе здесь идет потенциальная свадьба, потенциальная женитьба Исаака и Ревекки, то 4-й дом вполне подходит. В целом ситуация происходит такая, что она находится в отчим доме, а должна переехать уже как бы в свой дом, да, в дом своего мужа. Поэтому 4-й дом находится в основании карты и символизирует семью жилищ. Основание карты имеется в виду натальная карта. Да, вот натальная карта у нас. Вот она. Он указывает на то, какой дом вы имели в детстве и какими были ваши отношения с родителями. Если мы еще вспомним с вами карту колесницы, хотя мы ее еще не разбирали, но мы вскользь ее проходили, я уже не помню, в какой из карт колесница, да, и помним, что это то, что досталось этому как колесничему, досталось от родителей. Это не его колесница, это не его доспехи, это то, что ему досталось от кого-то. И почему рак? Потому что у него есть ракушка, в которой он может спрятаться и убежать. Это как дом, это как защита. Это как то, что ему досталось от предков, от родителей. Поэтому указывает на то, какой дом имели в детстве. Вот мы смотрим на Ревекку. И какие были отношения с родителями. Сфера 4-го дома включает в себя то, что вы унаследовали от предков. Это видно в обеих случаях. И со стороны Исаака, да, вот он стал наследником имения отца своего. И в целом вот эта вся ситуация, объединение двух домов, она вот пропитана 4-м домом. То есть семья, род, жилье, предки, родители, отношения с ними, такой мощный патриархат, мощные семейные узы, связь. То, что вообще в целом Авраам не захотел брать жену своему сыну из местных дочерей, а отправил туда, тоже это такое очень раковое ощущение по 4-му дому, вернуться в прошлое, вернуться в дом родителей и оттуда получить связь. То есть вот я же говорю, что я вот это вот все сюда, прям больше всего мне это показалось подходит. В настоящем он определяет жилье, которое вы создаете для себя. Ну, тоже по этой карте. Она туда приходит, он ее вводит в шатер Сары, и, в общем-то, дом их там уже становится. 4-й дом акцентирует все, что касается нашей личной безопасности, нашей потребности воспитывать и быть воспитываемыми. Это наше ощущение дома как физического места на земле. И помним, да, что вскоре эта самая Ревекка, она родит Исааку сыновей, двоих замечательных, Исава и Иакова. Одного из которых будет любить отец, потому что он зверолов, а второго будет любить Ревекка, мама, потому что он такой вот, тоже как паш, наверное, кубков, такой вот весь мягкий, весь такой вот ранимый был. Символические управители 4-го дома – это рак, это луна, кульминирует Юпитер, Нептун в заточении Сатурн в падении Марс. Рак и луна очень такие, оба, во-первых, водных ощущения, женских, таких иньских ощущений, ощущения защищенности, наверное, какой-то скрытости тайны, да, вот эта самая рыбка, которая так вот
не способна там удержаться, выпрыгивает, как тот самый рак. Но если что, она обратно спрячется. Это и полуния эмоций, которые вот такие... В целом Луна — это женская планета, которая... Ну, опять же, алхимию, да, вот если чуть-чуть сталкивались, то, знаете, Солнце олицетворяет мужское начало, а Луна — женское. Те же цикличности, что в природе по Луне происходит, что в женском организме происходит, то есть очень много и связанных вещей, поэтому Луна — это и та же энергия инь. Во внешней жизни 4-й дом определяет взаимоотношения человека с кусочком земли, который он воспринимает как свою родину. Это может быть страна, город или просто родительский дом. Еще раз, да, вот Авраам отправил туда. Вот в общем, вся эта ситуация, она вот просто завязана на родительском доме, на попытке создать кров, уют, защиту. Опять же, для чего сыну надо было брать жену оттуда? Чтобы все было дома хорошо, да? Чтобы вот сердце его не увлеклось хананейскими женщинами, чтобы он никуда не сбежал. Жену оттуда надо было издалека привезти, и он бы тогда здесь и сидел. Почему? Я забыл вам еще почитать и рассказать. Когда Елиазар спрашивал, перед тем, как идти в это далекое путешествие, он спрашивал, а если не захотят они отпускать девушку, можно ли, чтобы Исаак к ним приехал? Он говорит, ни в коем случае. Здесь его место, в земле обетованной. Вот этот момент тоже, да, вот оставить это очень рачье ощущение, очень по раку, очень по 4-му дому, чтобы Исаак остался здесь. Пусть жена сюда приезжает, но вот тут вместе семью создадут, но кровь, защита, отчий дом вот тут должен быть. Так, значит, 4-й дом управляет семейной жизнью человека, точнее его каждодневным существованием в стенах и под крышей, которые он считает своим домом. Вот они вместе встретились, Исаак и Ревекка, зашли в общий дом, в общий шатер, вот сразу и включился 4-й дом. Когда человек входит в свою квартиру или комнату, закрывает за собой дверь, на него мягко опускается 4-й дом и стоит все время, пока человек там находится. 4-й дом стоит над недвижимостью, у кого она есть, дом, земля, имение, а в целом управляет защитой человека от внешнего мира, тем, что является основой его существования и выживания, в частности, деньгами в количестве прожиточного минимума. Ну, это немножко не про эту сцену, мы сейчас не будем так углубляться. Хотя описанные выше сферы являются лишь некоторой частью существования человека, уровень реализации и проработки 4-го дома необычайно важен в его жизни, поскольку это ее основа, которая постоянно просвечивается через любые его действия и состояния. Да, имеется в виду, что вроде не такая-то обширная сфера, но вот дом, семья, род, жилье, но это мощный фундамент, это мощная база, которая потом, как краеугольный камень, на который потом могут нагружаться остальные дома, остальные кирпичики, которые формируются, создают личность человека там, по 5-му дому, уже там, по 8-му, по 12-му, в конце концов. Если нет реализации принципа 4-го дома, то есть этого самого фундамента, то человек болтается по жизни, не зная, где приткнуться и как остановиться. У него нет ни Бога в душе, чтобы он не думал на этот счет, ни крыши, которая бы защитила его от тяжести и урагана кармы. В каком бы шикарном дворце он ни жил. И не зря Авраам, еще раз говорю, он оставил своего сына там, он невестку, да, вот жену привел оттуда, вот здесь живите, дабы сын не оказался где-то там, непонятно бы болтался, не будучи там ни хозяином, ни кем. И мы в конце концов и помним, что это было верное решение, потому что ситуация с Лаваном, она повторится, когда у него будет работать уже сын Исаака, Иаков, который пойдет брать оттуда невесту и возьмет их аж 2, Рахиль, Илию, и 20 лет там отработает. В общем, можно сказать исторически, что ситуация, эта предостерегающая, она повторилась, что человек, у которого не был реализован принцип 4-го дома, он болтался по жизни. Помните, он же убежал от Исава, который должен был его убить за то, что он выманил хитростью благословения отца своего. И он убежал, да? Ну, нехорошо он поступил. И вот, можно сказать, Бог, Создатель, карма, если хотите, абсолютно его наказали. 20 лет он искал свое счастье, искал свой дом, пока в конце концов не вернулся обратно.
Средний человек включает 4-й дом, занимаясь бытовыми делами и укрепляя семью. Что бы ни означало это сугубо мистическое выражение, ну, имеется в виду укреплять семью, да, вот это в кавычках. Нормализация отношений между супругами, родителями и детьми, рождение новых детей или перераспределение ролей в семье. В общем, все, что вот по 4-му дому я почитал, это очень хорошо соотносится с той дальнейшей, во-первых, уже соотносится с этой ситуацией сформированной, и с дальнейшей жизнью семейной между Ревеккой и Исааком. Все это по 4-му дому. Но если вот чуть-чуть еще затронуть, то 8-й дом, по 8-му дому это тоже вводный дом, идет смена эгрегора, и вот если мы говорим о Ревекке, то для нее произошла, да, смена эгрегора, имеется в виду, у нее было одно понимание семьи, а один, скажем так, семейный какой-то очаг, дом, она его покинула и переместилась к Исааку. То есть, вот, можно сказать, что включился одновременно 8-й дом, и 4-й дом потом он уже и не выключался. 8-й включился и выключился, произошло переключение, а 4-й дом просто он остался, потому что они уже вместе создавали семью, они там строили какой-то, как-то укрепляли семью, да, чтобы это не означало, для Ревекки впоследствии много это означало, да, в том числе она давала и эти научения своему любимому сыну, как бы перехитрить старшего сына. Также некоторые авторы пишут, что по пажу кубков такие астрологические соответствия, как Рак, Луна, Венера в водных знаках и водных домах в 1-м или 5-м доме. Напоминаю, что 1-й дом это Овен, 5-й дом это Лев. Почитал я оба эти дома, и имеется в виду в разрезе, как там проигрываются Луна и Венера. Ну, понятно, что в целом Луна и Венера это два женских знака. Венера это такая явная, будет у нас женская, очевидная красота, вот как по императрице по карте, да, не скрываемая, а Луна это больше как высшая жрица, такое что-то тайное, это такое вот что-то скрытое, за, как она покрывалом накрылась, да, когда Исаака увидела такое что-то вот. Ну, в общем, и там присутствует энергия инь, женская, поэтому отдельно я эти дома, прочитав, я понял, что это не про нашу ситуацию, я их сюда не включал, а вот из всего прочитанного 4-й сюда, ну не то чтобы за уши можно притянуть, он сюда хорошо ложится вот в эту нашу сцену. Отчий дом, семья, родительское, опять же, имущество, как это, наследство, данное от родителей, как вот эта ракушка, как колесница, которой ты воспользуешься, как мощный старт, как Исааку было дано имение Авраама, да, вот это тоже по 4-му дому происходит. Он его все взял и двинулся уже в свой жизненный путь. Так, закончили, да, мы с вами насчет зодиакального дома. Что у нас на очереди? На очереди давайте мы с вами заглянем коротенько, совсем в виде такого небольшого отвлечения. Посмотрим, и как я уже говорил, вот по вот этим вот по пажу кубков очень часто также ассоциируют, и на некоторых это колодах присутствуют русалки, ундины, дельфины, а также души умерших, но не всех, а, например, вот деток, маленьких, иногда некрещенных, и девушек, которые не успели выйти замуж, да, в общем, ундины – это прекрасные девушки, иногда с рыбьими хвостами, которые выходят из воды и расчесывают волосы, пением и красотой завлекая путников в глубины воды имеется в виду. Соблазняют мужчин, так как если родят ребенка от земного человека, смогут обрести бессмертную душу. Человек, доставший цветок. Давайте чуть остановимся, да? То есть в целом мы видим с вами стихию воды, мы видим с вами интуицию, мы видим с вами глубокие эмоции и чувства, с помощью которых эти самые ундины, они завлекали мужчин с той целью, чтобы влюбить их в себя, завладеть их разумом, сознанием по Луне, это очень хорошо проигрывается, и родить ребенка по Венере очень хорошо проигрывается, дабы освободить себя от вот этого самого бремени. Человек, доставший цветок папоротника, сможет беспрепятственно смотреть на ундин, не поддаваясь их очарованию. Это такое, скажем, противоядие от этих самых чар, от этого колдовства ундин. Это цветок папоротника. Кстати, Ивана Купала, да, вот все знают, что там чуть другое поверье, что если найти цветок папоротника, то он тебе даст богатство. Ну, а тут вот такой вариант.
не поддаваясь их очарованию и даже заручившись их помощью в полевых работах, так как ундины могут управлять погодой, насылая дожди. То есть вот еще мало того, что ты не поддался на их очарование, они тебя не заманили в это самое болото, в воду свою, так а ты еще с ними подружился, теперь они тебе помогают. И еще есть персонажи, это русалки. А вот тут очень-очень-очень такой большой собирательный образ, ибо эти русалки самые разные. Они могут быть с хвостами, они без хвостов, одни живут в воде морской, другие в пресной, третьи в болотах, четвертые в полях. У восточных славян, у южных славян, у западных. В общем, очень большая мифология по поводу русалок. Такой какой-то некий усредненный образ попытался для вас собрать. У восточных славян было распространено поверье, что водяные красавицы-русалки по ночам выходят из воды, садятся на траву и расчесывают свои волосы. В общем-то, история та же самая, что и с ундинами. Тоже выходят из воды, тоже по ночам. Помните, по луне, по раку. Помните карта Луна? Стандартная карта из вейдовской колоды. Вот этот самый рак, который он вылазит, а в случае какой-то опасности быстро прячется. Но вылазит по Луне. То есть по Луне происходят те вещи, которые в обычной жизни не происходят. И хотя здесь явного намека на Луну нету у нас на паже кубка, но мы с вами помним, что это и женская энергия инь, это же и демонстрация своих чувств, но это также может быть и скрывание своих чувств тоже, да, там где-то может быть недоговоренность какая-то, хотя в большей степени это демонстрация все-таки, там уже перевернутая, либо какие-то соседние карты могут показать. Это так, больше для расширения кругозора. Их облик, русалок, не поддается четкому и однозначному описанию, но обычно имеют антропоморфный женский, иногда детский облик. Все они могут становиться невидимыми, и только люди с особыми качествами могли их видеть. Живут все они за пределами обычного жилого пространства, возле воды, в лесу, в горах, пещерах, на небе, далеко от людей, словом. Русалки и богинки обычно купаются, плещутся, стирают белье, заманивают в воду и топят. Появляются они обычно ночью, а исчезают с пением петухов. Наиболее характерны для всех персонажей – это любовь к музыке, имею в виду для всех русалок, пению, танцам, а также способность к оборотничеству или прорицанию, знахарству, колдовству и вредоносность как черта нечистой силы. То есть видим мы вот то самое, любовь к музыке, пению, танцам. Это что? Это все творчество, творческие какие-то составляющие моменты. То, что они выходят, расчесывают волосы, это такое любование, это красота какая-то. По этой карте, кстати, такого значения, это может быть и самолюбование, да, вот этого самого пажа. То есть он может так этой рыбке радоваться, что вот он такой красивый, распрекрасный, такой немножко нарциссизм по этой карте может прослеживаться. Ну вот так, немножко о русалках, об ундинах я вам прочел. Предлагаю тогда пройтись сейчас по практическим значениям, которые могут у нас проигрываться в наших разных сферах жизни. Потом заглянем в искусство и распрощаемся с вами. Ненадолго. Так, значения. Смотрим с вами по жезлам. Это у нас карьера и продвижение по какой-то социальной лестнице, зарекомендовать себя в кругу социума, в общем, сотрудничество. Да, мы помним, что вот это вот хороший предзнаменователь. Давайте вспоминать вот эту, давайте уже на эту карту смотреть, на эту сцену. Мы помним, что это демонстрация чего-то, это начинание, это какой-то потенциал, это движение вперед. Поэтому сотрудничество в целом, да, помним, по этой карте было. Дом Авраама сотрудничает с домом Ревекки. Новый проект, да, новый. Еще вчера и третьего дня Ревекка не знала о том, что послезавтра она уже отправится в путь к своему жениху. Новый проект. Работа по душе? По душе. Ревекка с радостью согласилась на все это сомнительное, на первый взгляд, мероприятие. И мало того, даже и не захотела посидеть с родителями 10 дней. Сказала, была не была, поскакали к нашему Исааку. Творческая работа. То же самое, работа по душе, творческая работа. Не совсем. Работа по душе – это то, что в целом вообще человеку нравится. Может, человеку нравится сидеть, конечно, спорный момент, чтобы такой карты показали, предположим, работать бухгалтером, там какие-то цифры, сводить 9 с кредитом. Это просто работа по душе, ему по кайфу. А творческая работа – это, конечно, вот что мы там читали про русалок и ундин. Все, что связано с тем, что ты можешь из ничего произвести что-то, дабы у людей вызвать какие-то эмоции. Вот это и будет творчество.
За что люди вообще отдают бешеные деньги на концертах, покупая картины или любые другие предметы искусства. Что, это несет какую-то практическую пользу? Как ты это вообще применишь? И для таких прожженных мастей по пентаклям, да, по земным знакам, для них это порой непонятно. Как вообще можно за это заплатить деньги? Ведь это не покушать, не надеть ни себя, не согреться, в конце концов, не покрасоваться. Да? Сходить на концерт и потратить деньги. Ну, не согласен. По пентаклям люди земные, они знают толк в развлечениях, кайф для тела, который можно получить. Поэтому, да. Эмпатия. Помним, да? Эмпатия на работе очень важная фишка, очень важный момент. В любой сфере, которая занимается разработками, которая занимается какими-то стартапами, если в команде оказываются люди с этой способностью эмпатичности, то считайте, у вас сразу супер какой-то гаджет или какая-то разработка или какая-то программа в кармане. Потому что эти люди, зная рынок или работая в команде с теми, кто знает рынок, они смогут эту фишку понять и предложить то, что вызовет впоследствии эмоции. Помним с вами, как очень часто можно видеть рекламу, которая апеллирует к эмоциям. Не к тому, что это практичный мобильный телефон или практичный автомобиль. Я вспомнил, как и любой, в общем-то, пацан, который любит машины. Мне очень нравится в целом автомобиль Альфа Ромео. И вспоминаю в мохнатом там каком-то 90-х годах, или, может быть, на начало 2000-х, выходила Альфа Ромео Брера. Это такое спортивное купе. И вот когда была презентация этого автомобиля, нынешний глава компании, я своими словами скажу, сказал примерно следующее. Вот когда они создавали этот автомобиль, их задача была, люди еще не знают, чего они хотят. И наша задача предложить им то, во что они влюбятся и что они захотят. Да? И вот в итоге действительно так и получилось из чего-то несуществующего. Да, мы все знаем, как легко переиграть успешный, удачный дизайн. И гораздо труднее создать с нуля то, чего еще не было, и человек этого никогда не видел, а увидев, сказал «хочу оно». Ну, это может быть несколько, конечно, по жезлам, почувствовать конъюнктуру рынка, понять, ну, Альфа-Ромео это не про конъюнктуру рынка, это не BMW, это не Volkswagen, это всегда были эмоции. Это всегда было взывание именно к тому, чтобы создать какой-то шедевр. Он может быть провальным, это компания, которая может быть постоянно в долгах, и только Fiat их может вытаскивать. Но они смогли создать вот эту самую вещь, которой до сих пор не было. Поэтому эмпатия, да? Но эмпатия вкупе с какой-то практичностью, прагматичностью, она может создать поистине прикольные продукты. Можно сейчас, конечно, еще вспомнить презентацию Стива Джобса первого айфона. Я ее с год назад, наверное, смотрел впервые в своей жизни. Тогда не смотрел, а вот год назад смотрел. И действительно, вся презентация была построена по принципу того, что, ребята, да мы просто боги эмпатии. Смотрите, теперь у вас в кармане одновременно там то-то и то-то, да? Вам не надо носить устройство такое-то с собой. Вам надо email-почта? Вот она, пожалуйста, здесь. Вам надо то-то, вот она здесь. То есть одновременно апеллирование, даже не эргономика, это просто банальная продуманность, это эмпатия. То есть они думали наперед, от чего захотят люди. А что человек почувствует, когда он достанет устройство, а у него в этом устройстве будет электронная почта, у него там будет возможность звонить, писать сообщения, просматривать интернет, какие-то еще фишки были, слушать музыку, они туда сразу iTunes добавили. То есть они совместили, получается, там типа КПК, да, вот самая главная была задача, совместили этот iPod, на котором слушали музыку, и совместили звонилку, мобильный телефон. И при этом нет кнопок, это все сенсорное, что уже вау-эффект создает. В общем, эмпатия в чистом виде. И вот это как раз то, что в работе помогает создать невероятный какой-то продукт. Но может быть и самообман. Самообман как компании, так и самого человека, когда можно ввести себя в заблуждение, не собрав до конца каких-то сведений. Помним, что эмоции, вот эта рыбка, она может захлестнуть. Помним мы Ревекку, которая быстро-быстро засобиралась, даже не захотела посидеть и подумать,
что ей там светит за границей той в Хананском крае. Быстро-быстро засобиралась, эту свою рыбку показала и ускакала. Поэтому может быть самообман, может быть по работе такое, что эмоции захлестнули, мечи отключились, не было достаточно собранной информации и в итоге потерпели фиаско. Ну и доверчивость. С одной стороны самообман, а с другой стороны доверчивость. Кто-то самообманулся, а кто-то доверил второй стороне, мол, понадеялся, что вы профессионалы. Вы же профессионалы? Да. А они оказались нет. По кубкам взаимоотношения между двумя близкими людьми – это начало отношений. Вот по этой карте начало отношений. На поле, помните, встретились Ревека, она покрывальцем закрылась, Исаак, встретились, влюбились безумно друг в друга. И дальше было непонятно, что могло с этого получиться, но мы знаем, что получилось хорошо. Поверхностность, детская беззаботность. Тут и в одном и в другом случае это как раз про Ревекку. Хорошо, что все хорошо закончилось. Но ведь могло бы по-другому, я уже много раз говорил, что Исаак мог оказаться не тем, кем она себе его представляла. Он мог быть не Брэдом Питтом, а Квазимодо каким-то. Беззаботность. Беззаботность тут это не воспринимайте как позитивное либо негативное прочтение, просто как беззаботность, как то, что ну и хорошо, вот сейчас так оно есть, и пусть, и ладно. Вот как Ревекка поступила, да, то есть ну, беззаботность, поверхностность, конечно, очень близкие такие тождественные понятия. Ну, а что, надо было 2 слова написать, есть слова-синонимы. Ну, может, кто-то там найдет прям такие тонкости, нюансы, которые разграничат их во взаимоотношениях. В общем, взаимопонимание также идет по этой карте. Мы это видим и в конкретной сцене здесь, между Ревеккой и Елеазаром. В сцене чуть дальше, когда уже Елеазар разговаривает с семьей, говоря о том, кто он, зачем он пришел, и как они его тепло и хорошо приняли. Следующее взаимоотношение, точнее взаимопонимание, когда уже Исаак встречается с Ревеккой там на поле. В общем, вся эта любовная история, она сквозь пронизана взаимопониманием. Это также может быть и демонстрация. Демонстрация, в первую очередь, эмоций, чувств. Да, в русском языке это тождественное понятие, хотя они как таковыми не являются, но мы понимаем, да, вот то, что у нас внутри, там, как говорила Проня Прокоповна, сердце клокочет, да, то ваша цигарка шкварчала, папироска. Так, неспособность сдерживать эмоции. Ну, с одной стороны, да, демонстрация эмоций, а с другой стороны, неспособность их сдерживать, да, как я уже сказал в примере с Ревеккой, когда родители говорят, ну, мол, не хочешь ли ты побыть с нами еще деньков 10, мы с тобой, дочечкой, попрощаемся. Она говорит, нет, поеду я с этим господином. Не смогла она сдержать эмоции, она в омут с головой бросилась. Скоротечность. Это, конечно, не про наших сегодняшних персонажей, но чисто теоретически, если представить ситуацию в перевернутом варианте, то да. Приехала, увидела на поле этого Исаака, либо Исаак увидел эту Ревекку, сказал, папа, я, конечно, все понимаю, но можно мне девушку из хананской семьи какой-то? Что-то мне вот прям... Ну, в конце концов, мне почти сестра родная. Не хочу. По финансам. По финансам может говорить о незрелости. Я напоминаю, что эмоции и финансы – это такие вещи, которые лучше не совмещать. Потому что мы все сами знаем, к чему приводят эмоциональные покупки. Очень редко они приводят к чему-то практическому. Зачастую это будут лишне потраченные деньги, неразумно потраченные деньги и так далее. Почему вообще сфера развлечений так хорошо процветает где-то там на курортах, в зонах отдыха? Потому что туда люди едут, чтобы отдыхать, у них там включаются эмоции, и они готовы тратить деньги на выпивку, на какие-то экскурсии, на все то, что вызывает яркие эмоции, какие-то там прокаты, в общем, вы сами знаете лучше, чем я во всем этом. Наивность, незрелость, наивность, ну, инфантильность, да, инфантильность такая детскость какая-то, то есть детскость в смысле, опять же, незрелость, в том плане, что
недалекость какая-то. Человек, вот я приводил пример с детской приставкой, да, почему, мол, мне родители не купят детскую приставку, у них денег хватает, да, но ребенок смотрит поверхностно, он не понимает, что деньги эти уже расписаны. Все копеечка в копеечку, уже четко, еще месяц только начался, родители уже знают, что в конце месяца или в начале следующего им нужно будет заплатить за это, за это, за это, за это, и смотреть, чтобы хватило еще в кино сходить. Творческий подход. Насколько он уместен, конечно, в сфере финансов, но, в конце концов, если мы в прошлый раз с вами говорили, помните, о ремонте по десятке жезлов, то где-то в сочетании такая карта с другими положительными может говорить, там, как пройдет ремонт. Да? Вот, с одной стороны, как предостережение, мол, смотри, чтобы не впасть в детство, но с другой стороны, это и творческий подход может означать, что может легко пройти или отнесись к этому творчески. В общем, да. Честность, открытость. Также, если мы говорим, хотя это вроде как бы больше в сфере работы, карьеры, но если банально идет речь о том, а как будет там подписан договор с риэлтором, или как там вторая сторона выглядит, да, то мы понимаем, что это идет речь о какой-то честности, открытости, если соседняя карта не противоречит. По мечам, по стихии воздух, это наши прямые действия и саморазвитие. Это в целом развитие талантов. Помните, можно талант зарыть, а можно талант раскрыть. Видал ли ты человека, проворного в деле своем? Он не будет стоять перед простыми, будет стоять перед царями. То есть, развивая, это только начало. Помним, что пажи – это земля, это подразумевает усердную работу. Это студент, который будет сидеть и кропотливо заниматься, но паж будет кубков заниматься тем, что по кайфу. Не то, что надо кому-то, не конъюнктура рынка. Он будет заниматься только тем, что ему нравится самому. Если он влюблен в музыку, то он будет до умопомрачения сидеть и по этим клавишам в траве сидел, кузнечик будет клацать. Если человеку нравится кататься на велике, то он это разовьет до уровня того, что будет участвовать там за какую-то компанию Red Bull и будет набирать миллионы просмотров после каждого какого-то ролика. В общем, понятно, да? В конце концов, мы с вами говорим о картах Таро. Чем это не развитие таланта? Да, сложно представить, что это какая-то одна сфера. Тут скорее такой большой собирательный образ. И к картам Таро можно подойти с разных сторон. Это может быть и нравится работать с людьми как психолог. Могут нравиться сами образы. Может нравиться работать просто наедине с картами. Может нравиться сбор информации. Много здесь вот этих моментов, но себя можно здесь раскрыть и реализовать, или развить какой-то свой скрытый потенциал и талант. Забота – это какие-то прямые действия, которые могут по этой карте проигрываться. Помним мы, как вели себя, давайте сюда смотреть, как вели себя родители Ревекки. Они проявили ту самую заботу, они проявили... Следующее слово – открытость. Но открытость здесь проявили все. И Елизер, который приехал, и Ревекка, которая с такой же готовностью. В самой первой сцене здесь она была открыта для этого неизвестного господина, напоила его верблюда. В общем, вся эта сцена от момента, когда Авраам его отправил, и до момента, когда он снова вернулся к Исааку, она вся пронизана заботой и открытостью. Ощущение счастья. Конечно, может быть ряд и других карт, которые об этом говорят, но это такое что-то вот прям личное, индивидуальное, может быть не столько всеобъемлющее, сколько такое, знаете, немножко кристаллизированное материальное, потому что паш – это земля, это такое что-то вот, как будто бы ты его вот прям из глины слепил, ты что-то такое создал, и оно тебя радует. Ну вот, я думаю, те эмоции, которые Ребекка испытала, когда за этих несколько дней она вот только познакомилась с этим человеком, слугой, весь накал страстей. Можно представить, как она этих несколько дней, о чем она думала, эти разговоры, беседы, какие-то мысли, фантазии в этом всем варилась. И потом, как кульминация, она встречает того мужа, в которого она влюбилась. Он влюбился в нее. Да, вот это ответное, взаимное чувство счастья. Ну, чем это не есть то самое счастье? Ощущение, может быть.
Ну, опять же, это мы говорим в том, что это может проигрываться в сфере какого-то саморазвития, когда вы тоже к чему-то идете. Опять же, давайте в тех самых картах Таро покопаемся. То есть если у вас какое-то предчувствие, потенциал, вы понимаете, что вам это по кайфу, вы этим занимаетесь, нравится, и навстречу вам тоже что-то движется, какой-то успех, какой-то, может быть, какая-то ответная реакция, да, и вот когда вы вместе встречаетесь, и вы понимаете, что вы друг другу подходите, друг другу соответствуете, ну, условно говоря, там, с той стороны, это кто-то клиент, может быть, да, которого вы встретили и удачно ему раскрыли его ситуацию, и помогли ему этим самым, и это просто от этого какой-то нереальный кайф получаете, развивая это самое творчество, помогая людям и получая вот это самое ощущение счастья. Вот так вот, по практическим значениям. Давайте мы с вами глянем, что нам подготовило искусство. Есть у нас там ряд на что посмотреть, и картины, и гравюры, и даже, видите, такие разнообразные у нас предметы. Вот Бартоломей Эстебан Мурило, 1660 год. Видим здесь такой немножко разваленный колодец, много девушек. Намек на то, что как бы смотрины, да, есть из чего выбирать. Но он пьет вот и из ведерка у одной определенной девушки, понимаем, что это Ревекка. Кто у нас на очереди? Есть у нас еще Франческо Солимена, 1657-1747. Это, конечно, не дата написания картины, это период жизни художника. Тоже такой собирательный образ, здесь уже видно не только самого этого, ну, видно, да, что это не просто раб, что это действительно необычный слуга, он как представитель хозяина, человек дорого одет, и его впору назвать тоже было господином. И видим ту самую Ревекку, такая вот в теле красивая девушка, которая с готовностью дает воду и будет поить верблюдов. Видно, что слуга, в общем-то, держит там какого-то верблюда. Вот эту, может быть, не совсем примечательную картину и в черно-белом цвете, но я решил оставить, потому что она достаточно давняя. 1460-465 года. Это фотографии, сделанные в 20-х, в 40-х годах, потому она черно-белая. Значит, это протестантский собор Святого Николая, где-то в Кель, наверное, Германия. Я не гуглил, точно не могу вам сказать. Но видно здесь иной стиль художника. Видно и человека на лошадке, и этих верблюдов смешных, низкорослых, как собачки. И видно девушку, которая дает пить Елеазару. И на втором плане, может быть, даже уже и мама нарисовалась, самой Ревекки, ну, ибо голова покрыта у той девушки второй. А вот просто замечательная вещица. Мемориальная доска с изображением Иакова, выбирающего Рахиль своей невестой. Так, подождите. Это не я ошибся, это они ошиблись. Какой Иаков? Какая Рахиль? Вообще Иаков – это сын. Я ошибся, да. Я перепутал, прошу прощения. Замечательная, красивая вещь, но, конечно, она не имеет отношения к нашей сцене. Это речь идет как раз уже о более позднем периоде, когда встретится уже сын, один из сыновей Исаака, мы сейчас про Исаака с вами читаем, и Ревекку, а это Иаков и Рахиль. Но вещь замечательная. Я так в нее влюбился, что совершенно не всмотрелся в текст, который здесь подписан. Бенджамин Уэст, 1775 год. А здесь мы наблюдаем сцену, когда браслет надевает Елеазар на руку Ревекки. А другие девушки прям завидуют. Вот, мол, жениха себе уже отхватила, думают. Вот такая есть картина Паоло Веронессе, 1580 год. Качество не очень, к сожалению.
Может, так чуть поменьше я сделаю. Это у нас Николас Пусин, 1648 год. Тоже много девушек. Такой полугородской пейзаж. И два наших главных персонажа, Ревека и Елеазар, которые вот-вот знакомятся. Посмотрите на замечательный веер 1740-1750 года. Размер 26 на 44 сантиметра. И здесь мы видим всю ту же знаменитую сцену, когда Ревека, в общем-то, поет Елеазара и поет его верблюдов. И все предшествует тому, что свершится будущая встреча Исаака и Ревеки. А вот гравюра Роберт ван Ауденарде, 1663-1743 года. Красивая гравюра. Ну, нет смысла комментировать, все то же самое. Видно подарки, которые дает Елеазар Ревеке. Вот необычный кувшин. 1906-29 год. Можно сказать, новодел. Я отдельно сделал фрагмент поближе, чтобы вы увидели технику и работу. Тоже встреча Ревеки и Елеазара. Внизу видно надпись на иврите. Я не знаю, что там написано. Но в целом вещичка прикольная. Вот такая еще есть картина. Александр Кабанель, 1883 год. Вы простите, я могу неправильно читать фамилии, ибо я не сведущ в мире искусства. Не судите строго. Тоже Николас Пусин. Мы уже видели подобную вверху картину, но она несколько отличается по количеству персонажей. И тут, судя по всему, Елеазар уже дает, видите, вот он держит браслет, вот он держит серьгу, и он уже все это отдает девушке. Видно, эта сцена, когда сплошь девушки, которые пришли за водой, они просто в шоке, как повезло, они так думают, как повезло Ревеке. Потому что здесь она ему еще только дает воду. А вот такая вот, на первый взгляд, непримечательная зарисовка, это Рембрандт, 1640 год. Вот и все. А вот это еще раз хочу глянуть. Да. Странно, Иаков и Рахиль, который выбирает невестой. Но по сцене так это похоже на Елеазара и Ревеку. Ладно, будет мне домашнее задание. Вот, сегодня мы с вами справились за 2 часа. Ожидал, что будет быстрее, как-то я думал, материала мало, но нет. Было о чем поговорить. Короче, мы с вами увидели, что на этой карте не зря авторы выбрали Ревеку. Это точно она и есть. И хотя, на первый взгляд, прочитав рассказ о Ревеке и Елеазаре, можно подумать, что тот самый паж – это Елеазар, который не управляет ситуацией, не владеет ею. Ему сказали, он сказал «есть». И побежал выполнять поручения и задания Авраама, задание поручения Господа. Но это не паж кубков. Мы с вами увидели, что Ревека это как раз является тем персонажем, который соответствует. И сама по себе вся сцена соответствует. И то, как родители себя вели, и как Ревека себя вела, и как встреча между Ревекой и Исааком была. И мы еще немножко разобрали с вами 14 зодиакальный дом, увидели также, что это в целом про всю эту сцену между и Авраамом, и его сыном Исааком, чтобы он его дома оставил, и между Исааком и Ревекой. В общем, очень хорошо это все у нас ложится вот в эту канву.
Что мы должны с вами понимать, глядя на эту карту? Выпадает она в раскладе. Мы сразу понимаем и вспоминаем пример, историю с Ребеккой. Вспоминаем эту девушку. Открытую, доброжелательную, готовую помочь незнакомому человеку. Также пригласить его в дом к своим родителям. Потом также заочно, быстро, моментально влюбившуюся в Исаака и показывающую эту свою рыбку, говоря родителям: не буду я 10 дней с вами ждать, мчусь сразу к своему любимому, которого еще совсем не знаю. Сюда же добавить какие-то перевернутые негативные варианты, которые могли бы проиграться, но, к счастью, не случились в жизни этих людей. И у вас сразу сложится какая-то картина и полнота. И уже как бы вопрос не был, выпадает эта карта, вы вспоминаете сцену, понятно, тогда это будет так-то и так-то. Вот и все. Большое спасибо, что меня смотрели. Желаю вам всем удачи и всем пока.